А можно, пожалуйста, список всех тех, кого нельзя очеловечивать? Смерть раздаем всем поровну. А вы готовы за этот фильм умереть? Алло, девочка, война началась в 14-м. Бандеровцы, та-та-та-та. А в чем разница в ударении? Точно, на подвал арестуют, и все, кошмар. Ну, пошла. А что, надо было делать, сдаваться? Это была такая Атлантида. Там вот такой танк, говорит, потом по нам вот так. Ну, камеру не выпустили. Потом ротация, потом ротация, потом ротация. Я не могу просто, я настолько не публично вот это все перед камерой. И вот за камерой это я работаю, а вот перед камерой... Девушка, которая снимала, на скольких войнах вы снимали? Ирак, Сирия, Конго. Украина. Украина. 4 войны. Вы нервничаете на интервью? Я ужасно нервничаю. Я вообще... у меня... Настя, это первое ваше видеоинтервью по поводу фильма «Русские на войне». Фильма, который вы сняли, который, где бы он ни показывался, вызывает огромный скандал и огромные дискуссии. Вы попросили не рассказывать, где мы находимся сейчас. А это с чем связано? Вы знаете, когда вот фильм вышел, и у меня появилось большое количество внимания, не всегда положительного, мне приходили на почту угрозы всякого разного толку. А от кого? Ну, там же непонятно вот конкретно от кого. Там же человек не подписывается, где адрес и дом. Ну, это выглядело, как будто это была украинская сторона. То есть мы тебя не добили в Донбассе, мы тебя добьем здесь. Ну и так далее. Просто лучше как-то решила не афишировать, где я, что я. Вы снимали фильм «7 месяцев» в течение 23-го года на оккупированных территориях. И, наверное, самый главный и самый первый вопрос – как вы туда попали? Ну я вам сейчас буду рассказывать очень долгую байку. Потому что... вы расскажите не байку. Вот байку вы рассказываете в фильме. Ну, в плане истории вот этого всего, как я туда попала. Я, когда началась война, начала снимать просто все, что можно. Тогда это были как раз протесты в Москве. Я выходила, начинала снимать на протестах, знакомилась с протестующими, потом вела их историю, ходила с ними на суды, знакомилась с адвокатами и вела их историю. То есть изначально это была история совсем не про солдат. Я пыталась попасть в этот мир солдат, начала ходить в комитет солдатских матерей. Изначально меня тоже не хотели туда пускать. Когда я им позвонила и сказала, вы не против, если я, там, может быть, подежурю у вас, поснимаю звонки, кто вам звонит, и как-то буду снимать вот эту действительность. Мне сказали, нет, девочка, до свидания, нам это не надо. Я говорю, может, все-таки не до свидания? Может, все-таки вы меня пустите? И они сказали, ну ладно, приезжай, поговорим. Я приехала, объяснила, что это очень важно, это очень исторический момент, и они стоят буквально на перекрестке вот этих разных историй, которые я нигде увидеть больше не могу. У меня не было никаких знакомых. А комитет солдатских матерей – это кто? Комитет солдатских матерей? Это не государственная организация. Там несколько комитетов солдатских матерей. Я поэтому и спросила, какой из них. Ну, насколько я понимаю, с оригинальным составом, который был с 89-го года, что ли. Ну, тогда это конкретная женщина. Нет, она тоже от них ушла. То есть это не Валентина Дмитриевна Мельникова? Нет. Мельникова в Петербурге, насколько я Нет, помню. Мельникова в Москве. Я никогда не уезжала. Да? Возможно. Просто мы с ней никогда не пересекались. Вот. И мне было важно именно вот прийти в какое-то место, где будет перекресток всяких историй. И очень важно было понять, что же происходит с солдатами, потому что они главные участники этой войны, считайте. Главные участники вот этого вот исторического процесса. И я туда приходила регулярно, записывала разговоры, пыталась выйти на связь с людьми, которые звонили туда, обращались за помощью. В какой-то степени я смогла поговорить с отказниками, поговорила с родственниками, но в итоге всегда мне отказывали в итоге. То есть история дальше не шла. Потому что люди как-то не хотели внимания со СМИ. Люди, которые уже отвоевали, они хотели просто про все забыть. А вы представлялись как сотрудница Rush Today? Нет, вы что? Я говорила, что я снимаю независимое документальное кино. На Rush Today я не работала с 2020 года. Я мониторила Telegram, и там было несколько каналов, которые вели учет погибших. Иногда, когда они постили фотографию солдата, и что он погиб,
там постили еще исходник, откуда эта информация была взята. И это были открытые источники. Это был ВКонтакте, Одноклассники, соответственно, местные районные газеты. И иногда там была информация о предстоящих похоронах. Я съездила примерно на 10 таких похорон, потому что мне важно было понять, что же все-таки происходит, потому что не было никакой информации вот к этому миру, к миру солдат. То есть это были чуть ли не самые зацензуренные люди страны. На тот момент, особенно в 22 году. В один прекрасный момент я решила с камерой просто мониторить солдат на вокзалах в надежде, что я приеду, и там же они все время в отпуск или, наоборот, едут туда, что я смогу с кем-то познакомиться, завести разговор. Ничего у меня не получалось. То есть первые 8 месяцев я снимала протестующих, я снимала юристов, которые их защищали, и работу НКО правозащитно. И в предновогоднюю ночь я ехала с очередной съемки неудачной. Это был суд у мальчика, у которого было больное сердце, но его собирались все еще призвать. Я приехала туда со своей большой камерой и все это засняла. Слава богу, мальчику повезло, то есть мальчика признали негодным, и его никуда не забирали. А я поехала домой. Это было Подмосковье, в электричку захожу и думаю, что никогда у меня ничего не получится. То есть все, этот мир для меня закрыт. То есть все, что я не делала, как бы я ни пыталась туда пробраться, а у меня ничего не получается. И я захожу, сажусь, смотрю влево, и там сидит Дед Мороз в красном халате, а под этим халатом военная форма. Я его тайком сфотографировала, написала девчонкам, как мне к нему подойти. Девочки сказали, скажи, Дед Мороз, прочитай ему стишок. А девчонки это... Просто подружки. В итоге я к нему просто подошла, сказала, здравствуйте, у вас очень интересная такая форма, а вы откуда? И мы с ним начали разговаривать. И это был Илья, благодаря которому в итоге я и попала на войну. Илья оказался родом из Донецка. Он воевал в вооруженных силах Российской Федерации и ехал после ранения проведать свою семью. То есть ему дали 4 дня. Он купил в дороге вот этот халат, посох сделал в госпитале и, соответственно, ехал, чтобы сделать сюрприз своим детям. Я очень хотела попросить его сразу поехать с ним, чтобы заснять вот этот момент, когда они заходят, но думаю, что это слишком нагло. Мы с ним проговорили где-то час, обменялись телефонами, договорились, что я приеду его снимать, когда он уже будет уезжать. И когда он уехал, мы оставались на связи. Несколько уточняющих вопросов. А вы говорите со своей большой камерой. А что у вас за камера? У меня Canon C300 Mark II. Это вот такая штука. То есть там большой микрофон. То есть ее сложно не заметить. А вы все время с ней в собранном виде ездите? В рюкзак у меня такой был. То есть ваш фильм начинается с кадров уже профессионально снятой камеры. Да. Чтобы собрать камеру, нужно какое-то время, минут 15 как минимум. Не 15, минут 5. Но все-таки какое-то время требуется. Да, то есть я заходила как раз своим рюкзаком, потому что я снимала с этой большой камерой вот на суде. Я захожу в электричку, вижу Деда Мороза, мы с ним разговариваем где-то час, и потом я его спрашиваю, ты не против, если я тебя вот подсниму, ты мне как раз расскажешь, может, какое-то новогоднее пожелание, раз ты в амплуа Деда Мороза. Он такой, ладно, давай. Я ее подошла, собрала и его сняла. Да. Все, что в фильме снято было в Москве, это было снято на вот эту мою большую C300. Для фронта я купила новую маленькую камеру Canon R5. Это больше как фотоаппарат. Дальше вы с ним знакомитесь и расстаетесь. Это описано в фильме? Да, с этого фильм начинается. Конечно, странно немножко говорить о фильме, который большинство людей не видело. Мы надеемся, что люди его увидят. Да. Мы надеемся, что в апреле мы сможем его выпустить онлайн. Выложить как раз. А куда вы собираетесь его выложить? Это как раз вопрос, потому что для всех территорий, кроме России, Украины, Белоруссии, и это было мое изначальное требование, когда мы начали делать этот проект, я хотела, чтобы на эти 3 территории фильм был в общедоступном, где-то в доступе. Но мы надеялись на YouTube, но непонятно, будет ли работать YouTube в России к апрелю. Либо это Telegram, либо это Рутуб, либо это, я не знаю, что у нас будет тогда работать к этому моменту. Либо вы знаете, что в Рутубе есть премодерация? Есть, да? Вы не знаете? Нет, я же никогда им не пользовалась. Никогда его не смотрела. Я просто знаю, что он есть как факт. Так что, да, посмотрим. Может, мы просто сделаем отдельный сайт, который можно будет посмотреть. Для всего остального мира это будет video on demand. То есть покупайте билет в кинотеатр. Сегодня мы выдвигаемся на фронт.
Еду я на свой страх и риск, само собой, без любого разрешения Министерства обороны, немножко втайне от них. Я правильно понимаю, что на оккупированные территории вы заезжаете через Чертково Ростовской области? Если честно, я и не припомню, как оно называлось, но я бы, наверное, даже и не назвала. Ну, не так много пропускных пунктов. Да, их не так много, но их там несколько было, потому что я не всегда заезжала через один и тот же. Ну, вот самый первый, который вы показываете. Ну да, но я не буду говорить, где он, потому что для меня очень важно, чтобы те люди, которые мне доверились, хотя не факт, что они должны были мне довериться, потому что они все-таки действующие военнослужащие, но они мне доверились. И у меня, как у режиссера, перед ними ответственность. Делать все, чтобы им за это не прилетело. Вот поэтому вот вы видели фильмы, все номера машин, все города оттуда вырезаны. Это довольно странно, как раз мне показалось, потому что вы говорите позывные, Да. по местности, названиям улиц, и особенно по кадрам сверху многоэтажки, на которой вы находитесь, можно с большой долей вероятности определить, где это находится. И я читала в некоторых изданиях, где называется конкретное воинское подразделение, в котором происходит съемка. В «Медузе». Говорят о 57-й армии. Вы показываете лица и называете позывные. Дальше не имеет смысла замазывать ни номера машин, ни не указывать населенные пункты. Имеет смысл. Ну, лица вы правы. То есть с лицами здесь был такой... То есть если ты бережешь героев, ты не показываешь лицо? Ну нет, не обязательно. Вопрос с лицами, на самом деле, он был очень сложный. И у нас тоже было очень много разговоров именно с героями. Насколько они готовы показывать свои лица и насколько они вообще готовы рассказывать про себя. Здесь был, конечно, процесс привыкания друг к другу. Когда они решили, что все-таки они хотят, чтобы эта история была. Мы это проговаривали несколько раз. То есть, до такой степени, что мне уже сказали, уже отвали. Задолбало. Да, мы понимаем. Да, мы понимаем, мы все понимаем. Пусть будет так. Имена нет, позывные – да. Потому что позывные, это частая история. То есть там очень много одинаковых позывных по всей линии фронта. Причем с обеих сторон иногда даже одинаковые. Так что с позывными мы решили, что мы оставим. Имена нет. Если только человека все время не называют этим именем. Например, Илью. Илья. А все вот эти маркеры опознавательные нет. То есть понятно, что нельзя полностью защитить человека. Особенно вот в наше время, когда есть технологии распознавания лиц, которые могут посмотреть по всем соцсетям, если это будет то же самое лицо, и выйти вот как-то на это. Понятно, что здесь уже никак ничего этому не противостоишь. Что-то попробовать можно. Ваша камера собрана в виде все то оборудование, которое вы провезли в прифронтовую зону, а потом уже на фронт. Это как выглядит, как что? Это рюкзачок вот такого размера. Здесь, соответственно, это фотоаппарат, одна линза. Здесь вот такая сумочка для микрофончика вот такого, лавалир. И один микрофончик бум, это пушка. Батарейки, одежда, все. Это компьютер. Я задала вопрос про КПП не случайно, потому что на любом, в общем, КПП, которое отделяет Россию от оккупированных территорий, все вещи досматривают. Нет, это неправда. Вы ездили туда? Не досматривают в одном случае, если ты едешь с военным. Да, это не мой был случай. Потому что военных, кстати, досматривают больше, на самом-то деле. Если у вас только нет какой-то там, у вас специальный пропуск. Там раньше было КПП, государственное. Сейчас, когда я там проходила, это был таможенный контроль. На таможенном контроле вас должны спросить, вы куда едете, к кому. У меня уже была заранее история, что еду к бабушке, к тете, кому угодно. И все. То есть я ожидала, что меня будут спрашивать, а что это такое, почему у вас техника и все такое, но меня не спросили. То есть я пришла, я дала свой паспорт, и это считается уже российская территория, здесь нужен только российский паспорт. И вы заходите. Но в следующий момент, когда вы из неучаствующих в боевых действиях территории проезжаете на уже участвующие, и там точно досматривают. Первую часть фильма я снимала в тылу, что тоже для меня было большим шоком, что мне это все-таки разрешили сделать. И там тоже должны быть еще блокпосты по ходу движения. Нет.
Там, смотрите, то есть если ты В заезжаешь вашем в фильме деревню... выглядит так. Вот Да. девушка едет на поезде, потом она проходит под мостом пешком и немедленно оказывается в чужом доме, где живут солдаты. Немного странно. А что странно-то? Ну, во-первых, этот путь представляет собой более сложную конструкцию, а во-вторых, не так близко. Ну, а как вы себе это представляете? Ну, поезд до Ростова идет. Нет, поезд идет до Ростова и останавливается в многих разных местах, правильно? Так, да. Есть определенные КПП недалеко от этих остановок. Их там несколько, правильно? Да. Чтобы перейти КПП, как я вам говорила, там уже не совсем КПП, там таможенное Да. досмотр. А дальше есть блокпост военный. Да, но блокпост военный не досматривает гражданских, потому что блокпост военный досматривает военных. Блокпост военный не имеет права досматривать гражданских. Правильно? Не совсем. Совсем. И если вы проходите этот пост, соответственно, вы одеты как гражданский. Ну, то есть пуховичок, рюкзачок и пошел. Там очень много ездит гражданских туда-сюда, понимаете, среди этих зон, потому что там жизнь продолжается. Там работают школы, там как бы люди работают на заводах, которые еще там остались. И, соответственно, очень много людей ездит в Россию к родственникам. Я-то сама проходила в небольшой толпе. Вот. И там всех спрашивают, вы откуда? Вы откуда? Людям, которые приехали из России, у них прописка российская, им даже как-то легче проходить, нежели чем людям, которые выезжают туда-сюда, и у них прописка местная. С российскими паспортами. Ну, с украинскими, я думаю, там еще посложнее сейчас. Я прошла вот это КПП, ну, не КПП, а таможенный вот этот пункт. Прошла вот этот под мостом. Там меня встретил Дед Мороз и привез меня, соответственно, на легковой гражданской машине, на такси, в этот домик. Ну, то есть вы с ним ехали? Ну да. Вы приезжаете, вас встречает Илья, и вот этот первый день, наверное, самый важный, да, вот установочный с точки зрения отношений с будущими вашими героями. Да, ну, первый, второй и третий, скажем так. То есть я захожу в этот домик, я говорю, здравствуйте, я Настя, я документалист из Москвы. Сейчас эта война – это главное событие в нашей стране, а вы ее главные герои. Я бы очень хотела поснимать ваш быт, ваши мотивации и вообще вот вашу историю, если вы не против, конечно. И солдаты в этом доме, это был взвод обеспечения, как раз вот где служил Илья, сказали, ну да, что, круто, прикольно, давай. Только ты должна поговорить с нашим командиром взвода. Все, хана, все. Вот сейчас точно на подвал арестуют, и все, кошмар. Ну, пошла. И то же самое сказала командир взвода обеспечения. Он сказал, да, очень круто, замечательно, только ты должна поговорить с следующим командиром. Я пошла к следующему командиру, рассказала примерно то же самое. Это уже был замполит. А вы представляетесь как кто? Как Анастасия. Ну, я понимаю. Документалист из Москвы. Не с какого канала, просто сама по себе пришла. Документалисты из Москвы снимают для... себя. Окей. Я пришла к следующему человеку, это был политрук, и сказала ему, соответственно, то, что я хочу вот снимать. Он мне сказал, ты знаешь, это очень круто, потому что вот во время Великой Отечественной войны были журналисты, которые доходили с определенными формированиями прямо до Берлина. Мне нравится твоя идея. Оставайся. Только ты должна поговорить вот со следующими командирами. В итоге меня доводят до самого большого командира вот в округе. Я ему говорю то же самое. Он говорит, не, зачем ты мне здесь нужна? Я не буду таких решений принимать. Я тебя сейчас отвезу в штаб, пусть они с тобой разбираются. И я понимаю, что если штаб, то штаб это все, это уже ФСБ, мне терять нечего. И я ему говорю, хорошо, штаб так штаб. Только, как бы вам сказать, в штабе обычно очень мало настоящих боевых офицеров. И мне сложно будет им объяснить, почему так важна документалка про простого русского солдата. Тут все попало просто в десяточку, потому что он сказал, к черту этих штабных, штабные это ужасно. Много всяких эпитетов. И в итоге сказал, ладно, все, иди. Я тебя не видел, мы с тобой не разговаривали. До свидания. То есть это не было разрешение, но он меня и не выкинул. И я продолжала снимать. То есть я изначально снимала в домиках. Когда выходила на улицу, я камеру как-то прятала, в рюкзачок. Потом становилось наглее и наглее, то есть начала уже снимать в деревне. То есть ко мне уже потихонечку начали привыкать.
А потом обнаглела до такой степени, что пошла на полигон. Пародейки вышли на командира, сказали, тут это ходят, которые так. Вот. Ну и я осталась. И, в общем, когда я снимала на полигоне, там был вот один из героев Кэп, это дрончик. Он подошел ко мне и сказал, то есть просто: «Привет, хочешь кадр из дрона?» Я говорю: «Привет, хочу». «Карточка есть?» Я говорю: «Есть, на». Он мне полетал, всех заснял. Я говорю: «А ты здесь вообще что делаешь?» Да я за другом пришел. Говорю: «В смысле за другом?» Ну, его мобилизовали, а я вслед за ним. Этот эпизод есть у вас в фильме? Да, это есть. То есть этот человек приходит, видит вас с камеры и предлагает вам свои кадры? Да. И я сказала: «Ну, все замечательно, значит, вы будете 2 героя этого фильма». Ну, они рассмеялись, ну и ладно, хорошо, давай. То есть я снимала их историю и параллельно вот историю взвода обеспечения и медиков. И мне было интересно вот посмотреть, пройти с ними какую-то вот часть этого пути. Я тогда не знала, насколько меня пустят, что мне разрешат. И дойти, соответственно, вот докуда можно. Посмотреть, как они будут меняться, что с ними будет происходить. И было интересно вот именно посмотреть на молодых, которые только приехали, и как они будут меняться. И на тех, которые уже отслужили 8 месяцев к этому моменту, и что с ними будет происходить. В фильме одна из важных для меня составляющих заключается в том, что все герои этого фильма лишены субъектности. То есть они показаны уже на войне, они так или иначе декларируют вот эту окопную правду о том, как им, в общем, не особо нравится эта война, и они ее не выбирали, но дальше ни за кем из них не наблюдается выбора или изменения характера героя. Да, безусловно, мы как зрители жалеем очень каждого из тех, кто ранен и погиб, просто это живые люди. Но при этом они лишены субъектности и в том смысле, как они там оказались, почему они не сказали «нет», и в том смысле, кого они убили, пока мы тут им сочувствовали на экране. Ну, как бы вам сказать, армия – это не демократическое такое сообщество. Никто из них не кадровый военный? Нет, там были кадровые, мало. Там 300 было мобилизованных, то есть какая-то тут уже субъектность у мобилизованных. И взяли против их воли и направили, соответственно, туда. В момент, пока ты еще здесь и еще не там, все-таки момент субъектности существует. Да избежать можно. Катерина, некоторые выбирают свой путь так, да, что некоторые избегали. Я с ними тоже общалась, с ребятами, которые либо там были, избежали, уже уехали, или которые отказались. Тут каждый выбирает по себе свою дорогу и свой путь. И каждый руководствуется своими какими-то внутренними установками, чувствами, страхами. И в этом и есть богатство человеческого материала, что очень интересно понять, как люди в каких-то вот огромных конфликтных ситуациях, огромных переменах исторических, каждый из нас будет себя вести. Каждый из нас тоже выбрали свой какой-то путь. То есть я выбрала путь снимать вот это документальное кино, потому что мне было очень важно поймать вот этот момент в истории. Представьте, мы будем смотреть на эту войну с взглядом из будущего. Нам будет очень интересно смотреть именно материалы, которые были сняты тогда, во время нее. Не после, когда меняется память, или после, когда в угоду новым политическим реалиям, а именно тогда. Для меня это был большой шок, что началась эта война. Какая из них? То, что мы в России называем войну, которая в 22-м. Я тоже из России, но я, конечно, с 14-го отсчитываю. Да. Я изначально говорила всегда, что война началась в 22-м. Я же снимала не сразу на Донбассе. Я же еще до этого ездила в Белгород снимать. Угу. Там тоже были украинцы, которые ездили в ПВРах, где вы, кажется, тоже были. Тоже НКО, которые раздавали там одежду новоприбывшим. И меня уже столько людей начали поправлять, какая война, какая 22-го? Алло, девочка. Война началась в 14-м. Все, да, точно, война началась в 14-м. Когда я поехала на Донбасс, и тоже там все говорят, война началась в 14-м. Смотря с кем ты разговариваешь, видимо. То есть это большая поправка, потому что один из драматических моментов фильма – это женщина, которая живет в полуразрушенной деревне, где 26 человек осталось, и единственные люди, которые привозят ей продукты – это российские военные. И она очень скучает по Ленину, и поэтому она хочет, чтобы пришла Россия. Я правильно пересказываю? Не то, чтобы она скучает по Ленину лично. Она скучает именно по строю, который был, и чему их учили.
Но до 2014 года дом ее был, в общем, в порядке, насколько я понимаю. Ну да. И воронок вокруг этого дома не было. Угу. А теперь она говорит вам в интервью, что она боится возвращения украинцев. Да, и она не единственная. Практически все, с кем я разговаривала, очень боялись, что вернется Украина, и, как они говорили, они все использовали одну и ту же фразу – «вздернутых на фонарях». Но до 2014 года все эти люди жили в благополучии. Ну, наверное, до 2014 года меня же там не было. Сейчас вот те гражданские, с которыми, опять-таки, я общалась, и которые согласились, то, чтобы я их снимала, потому что очень многие сказали, что мы боимся. У нас есть родственники на той стороне, мы не хотим, чтобы с ними что-то произошло. На той стороне имеется в виду на украинской. Но они, да, они очень боялись, как вот эта женщина. А за все время, 7 месяцев, да, вы снимали? Да. Никто вам не сказал, что не украинская, а украинская? Знаете, я до сих пор не знаю разницы в этом. Ну, то есть украинское, я не понимаю. То есть я сошла оба варианта. Для меня, поскольку я полжизни жила в Канаде, я когда вернулась в Москву, я иногда делала неправильное ударение на некоторых словах. Со временем это более-менее как-то прошло, есть все еще какие-то ошибки. Но идеологическую разницу между украинской и украинской я до сих пор, честно, не понимаю. Ну, это как в Украине и на Украине. Российский нарратив – это на Украине, да, и, соответственно, украинская. Угу. А нарратив украинский, который не оскорбляет их чувство собственного достоинства, это в Украине и украинский. А в чем разница в ударении? Я правда не понимаю, в чем разница. Ну, украинцы говорят украинское. Украинцы говорят украинское, украинское говорят российский. Украинское говорят российская пропаганда. А в чем разница-то? Идею-то поняла, да. Но разницу с ударением я правда не могу понять. У кого чья и как это запомнить, и почему это должно быть оскорбительно. Вы первый человек в моей жизни, который говорит вот это. То есть я про это не читала и не слышала даже никогда. Ну ладно, в чем тоже должна быть первая в вашей жизни. Фильм 2 часа и 8 минут, да? Да. В котором мы довольно подробно видим нескольких героев, которым, судя по всему, и вы прикипели сердцем. Они обычные ребята, которые оказались в предложенных обстоятельствах, против которых никто из них не выступает. При этом из фильма исходит, что они как будто бы против воли своей оказались орудием убийства в руках коварного государства, которое вершит их судьбы. А они вроде как и неплохие, так? Ну, они бы так бы себя не описали, как вы сейчас описываете. Люди идут по разным причинам, и вот они как раз обсуждали вот эти причины в фильме абсолютно искренне. Кто-то пошел по идеологическим причинам, но остальные абсолютно честно говорят, почему они там. И кто-то пришел, да, то есть потому что они зарабатывают 20 тысяч условно дома, а здесь у них в 10 раз больше. Да, и им нужно поправить материальное состояние, но при этом, когда вы находитесь в армии, у вас нет уже вот той субъектности, которая была бы у вас как у гражданского человека. Вы уже часть иерархии, вы уже ей должны подчиняться. Если вы не подчиняетесь этой иерархии, у вас есть условное наказание. Но это такой нарратив российского государства. Если вы гражданин России, то у вас уже нет субъектности, вы уже часть нашей скрепы. Нет, не совсем. Если вы не гражданский человек, не мирный человек, то есть вы уже военный, вы уже часть иерархии этой. Если вы отказываетесь, условно воевать дальше, потому что ваши контракты продлили, что с вами будет? Вы понимаете? Понимаю, очень разные траектории развития событий. Не очень приятные. Все неприятные, да. Но разные. По моему опыту, очень мало кто воюет за идеологию в любой войне. Есть, мне кажется, войны, где больше людей согласны с происходящим, а есть войны, где меньше согласны с происходящим. Но, как бы то ни было, когда ты находишься на войне уже определенное время, ты воюешь уже за своих товарищей. Особенно, когда там кто-то погибает. И вы не можете предать его памяти и просто уехать. Поэтому здесь субъектность, вы знаете, вы говорите о субъектности, как будто они живут в вакууме. Но они уже там. В фильме ощущение, что они живут в полнейшем вакууме. Мне кажется, что есть довольно высокая аморальность конкретно этой войны, и она именно со стороны российского государства, заключающаяся в том, что она легитимизирует убийство как способ заработка. И в этом смысле бытовые подробности жизни неплохих ребят становятся как будто бы подтверждением того, что да, есть такая профессия. Смотрите, любая страна, которая может себе позволить, она имеет армию. Правильно? Эти люди получают зарплату за то, чтобы условно защищать страну, если это понадобится. Защищать не равно убивать.
Это равно убивать, если Нет, конечно. понадобится. Но вы сейчас говорите о политической составляющей. То есть, если на нас нападут или если эту армию пошлют куда-то. Но как бы то ни было, у любой большой страны, которая может себе это позволить, есть регулярная армия обычно. Мы смотрим на ту же самую... Вот у нас, например, какие у нас конфликты происходят сейчас. Ту же самую армию Израиля. Армия Израиля у нас входила, в условно, 3 страны за последние несколько месяцев. Это Сирия, ее бомбили. Это Ливан, и его очень хорошо бомбили. Соответственно, Палестина, страна, не страна, это уже... Да. Настя, не опускайтесь на уровень депутатов Госдумы, которые, когда ты с ними говоришь про Россию, они тебе немедленно приводят в пример Америку. Давайте мы будем говорить... Мы же не говорим сейчас про Америку, Кать. Мы говорим сейчас про Израиль. Давайте мы будем говорить конкретно. Мы говорим сейчас про то, что в каждых странах, которые могут себе это позволить, есть армия. И есть социальный контракт. Но не все эти страны наша с вами родина. Конечно, да. Поэтому мы будем говорить про нашу с вами родину. Но если вот эти правила существуют в принципе в мире, что если страна себе может позволить иметь регулярную армию, где есть социальный контракт, что вы служите армии, и вы, если надо, будете убивать. Никто из тех людей, которые оказались у вас в кадре, не заключил контракт до начала войны. Так. И они не были кадровыми военными. Так. Значит, процесс легитимизации убийства как способа заработка начался в 22 году. То есть он начался вяло в 2014 году и очень быстрыми темпами продолжился в 2022 году. То есть человек хочет купить сервант, он пошел на фронт, убил людей, вернулся, вот тебе сервант. Это очень-очень большая примитивизация. А дальше ты обретаешь товарищей, котенка, любимую девушку и подробности вот этой фронтовой жизни, полной адреналина. Вы хотите сказать, что правила, которые действовали до 22-го, то есть регулярная армия, они поменялись каким-то образом? Я хочу сказать, потому что в 2014 году было совершено большое преступление, которое повлекло за собой набор побольше, поменьше, средних. И к 2022 году это абсолютно превратилось вот в такую вот мясорубку и нравственности, и человеческих жизней, и вообще каких-то человеческих законов. Как-то все очень все так, да, сложно. То есть до 22-го, после 22-го армия России, она как набирала, так и набирает людей. И люди идут туда, многие из них, по совершенно разным причинам. А вы никогда не видели этих плакаты, когда меняют сумму, сколько платят первый взнос? Сначала это было там 600, еще зависит очень сильно от региона. От региона, да. Сейчас 4,5 миллиона. Да, в регионах победнее, да. За 600 в каком-нибудь городе Покрове, да? А в регионах побогаче там уже 6 миллионов. Вы понимаете, вы сейчас говорите, будто все туда пошли именно купить сервант. Что не есть правда. У вас в фильме я не увидела тех, кто пошел прямо вот спасать. Почему? Там, например, был повар, вот если вы помните. Да, повар, который потом разочаровался во всем, и который потом вам же говорит, что «а я не знаю, что теперь мне делать». У нас с ним много было разговоров насчет, а как ты считаешь, все-таки должно было это быть или нет? И на удивление он все-таки сказал, что мы же должны были людей спасать в Донбассе. То есть это все еще осталось. Следующий вопрос, а от чего? Вот вопрос. Вы его мне задаете. Я ему задавала этот вопрос. Это не вошло в монтаж? Это не вошло в монтаж, потому что фильм 2 часа 8 минут. У нас изначально был 2 часа 24 минуты, и мы думали, что это более-менее финально. Были еще версии побольше. Да, то есть это все не вошло. Но не каждый туда едет за сервантом. И я могу вам сказать, что сейчас привлекают очень много людей как раз этими высокими выплатами. Особенно Белгородская область, там 4,5 миллиона. Мне кажется, Курской области, в Москве, в Питере не помню, но мне кажется, тоже там что-то такое. Выплатами, которые, судя по монологам ваших героев, не так уж прямо и выплачиваются. Тогда, мне кажется, было гораздо хуже, чем сейчас. Но вы знаете, если вы помните, там сцена была одна, когда я зашла с взводом обеспечения в домик, куда только что недавно с фронта приехали другие люди из другого батальона. И там был это в самом начале одна из сильных сцен, да. И там был молодой человек с контузией. Да. И он заикался. Да. Немножко так. Не так давно этот человек на меня вышел на связь вдруг. И мы с ним созвонились. Он был в госпитале, у него была, по-моему, 5-я контузия. Он уже не заикался. Получил ранение очередное. И он мне рассказал, что из этого домика, где я снимала, там, соответственно, было человек, примерно 15, там просто ходили-выходили. Остались только 2. Второй без ноги. Он мне сказал, что он лично, его мнение, что те, кто идут туда зарабатывать, погибают первыми. Он туда ушел, чтобы убежать от себя. И таких трагичных судеб
Очень много. Просто, может быть, мы их не так замечали в мирной жизни, потому что, как-то там свои бухает, что-то там. А здесь многие, кто пошел добровольно, я же с ними разговаривала еще, не всегда на камеру, когда не всегда возможно было. Многие как раз рассказывали про то, что они бежали от чего-то из жизни. Безусловно, поругался с женой, подписал контракт. Это тоже такая известная схема. Но вы же понимаете, что это подмена нормальных социальных лифтов, реабилитационных институтов и вообще просто устройство жизни в стране такое, что от себя убежать можно на фронт, где ты убиваешь людей. Это же не тир, там люди. И вот мой уже это зрительский вопрос, когда мультик и второй парень, как Кэп, милые ребята, запускают дрон. Вы не показываете, что делает этот дрон. У меня не было этих кадров. Я понимаю, да, но вы же понимаете, что он то, делает? Конечно. Они убивают людей? Конечно. Возможно, мирных? Нет, там не было мирных именно на той линии соприкосновения, где... В Бахмуте? Нет, мирных, когда я там была, там не было. Да, вы абсолютно правы, что да, это идет война, и, соответственно, обратная идет сторона и на них. И вот сам вообще факт войны, то, что вот эти молодые ребята, которые могли бы заниматься чем-нибудь еще в жизни, и они вынуждены заниматься тем, что это соперничество не на жизнь, а на смерть за какой-то клочок земли. И потом мы продвигаемся метр туда, метр обратно. И вот это и есть война. И чем больше я езжу по войнам, тем больше я верю в дипломатию. Я верю в нее просто знаете, как, я не знаю... как в какое-то чудо, которое нам поможет избежать просто всего. Я понимаю, что в дипломатии есть очень много вопросов и к международному праву, которое иногда соблюдается, иногда не соблюдается, но любое лучше, чем война. Вот сам факт, что вот эти молодые ребята, они вынуждены. И на той стороне, скорее всего, такой же, как и мультик, скорее всего, такого же возраста. Только они свою землю защищают. Допустим. Но они такие же абсолютно люди, и что они не должны там быть, а желательно быть дома и помогать что-то делать хорошее в своей стране, и созидать, и создавать семьи, и все такое. И понимаете, то есть моя здесь роль, которую я для себя выбрала в этом происходящем, это фиксировать вот эту действительность. Это очень важно, потому что очень сложно найти материалы оттуда, которые длинные, которые идут с героем от какого-то начала до какого-то условного, не его конца, а конца какой-то истории. Это очень сложно. И мне это удалось просто чудом. Я вообще никогда не ожидала, что мне такое удастся. И я надеюсь, что это будет шанс прежде всего для нас, для России, для русских, для россиян, понять, на что похожа эта война. То есть эта война не так, как ее представляют условно в нашем условном федеральных каналах. А вы для кого снимали этот фильм? Для себя. Там в самом начале вы говорите, такая фраза интересная, я не совсем понимала, что я еду снимать и для кого. А вот сейчас вы понимаете? Я там не так немножко сказала, мне кажется. Я не совсем понимала историю Ильи. Он мне когда начал рассказывать про 2014 год, про то, что у него разбомбили дом и его фабрику, где он там делал металлические разные конструкции, я не совсем понимала. То есть для меня все еще это был шок, что я встретила, условно, украинца, который привел меня на эту войну. Да, и он мне рассказывает эту свою историю. И поэтому я поехала туда, чтобы понять, как это все переплетено. Я поняла, конечно, гораздо больше. То, что очень сложно найти это четкое разделение. И в целом это разделение, которое приносит война, то есть вы за эту сторону, либо за эту сторону, оно очень сложное для людей, потому что очень много у кого семьи и там, и там. Очень много кто и ездил и туда, и туда. Есть свои какие-то связи, там, друзья и все такое. И эта война, когда разрывает эти социальные связи, это очень сложно. И сложно выкинуть общую историю, которая была. Даже история того самого Ильи. Вы видели немножко в кадре его жену. У его жены 2 сестры. Одна живет в Одессе, они все еще общаются с женой Ильи, но не говорят о политике. Вторая сестра живет где-то на западе Украины. Они не разговаривают вообще. То есть там ты бандеровка, ты сепаратистка, там гореть вам в аду, и все, никаких отношений. А ее отец... Он жил в Авдеевке или под Авдеевкой, которые тогда контролировали украинские военные. Он украинец, жил там, соответственно, всю жизнь, там и предки, и все такое. И он говорил, что я жду, когда придет Илья и освободит меня от этих украинцев. И это украинец. И это одна семья.
И вот в этом и вся трагедия вот этой войны. То, что она между людьми, которые, очень были сильно связаны. То есть вы думаете, что люди сами дошли до этой мысли и стали внезапно в 2014 году друг другу испытывать вот эти чувства? До какой мысли? До мысли, что Илья освободит родственника в Авдеевке, сестра на Западной Украине будет называть жену Ильи сепаратисткой, а та ее в ответ бандеровкой, и что они все будут ненавидеть друг друга и ждать, когда им на голову посыпятся бомбы. Пришли ли они к этой мысли в 2014 году? Без участия пропаганды. Да нет, я не сомневаюсь, что пропаганда там, она работала везде. И с той стороны она работала. Я просто, когда вот начинали все эти события, очень мало следила за происходящим на Донбассе, потому что то, что я видела у нас по федеральным каналам, оно не вызывало во мне доверия, потому что у нас все это подается очень агрессивно и очень как-то нечеловечно. То есть прям бандеровцы, та-та-та, там всех там надо. Это как-то нет. То есть я в какое-то время даже не понимала, что есть какая-то разница между... не разница, а, скажем, привязанности. Там, например, у людей с Восточной Украины к России, потому что это все было мимо меня. Хотя я ездила в Донецк на 3 дня с доктором Лизой в 2014 году, потому что меня попросили, в дирекции не было других женщин-операторов. А Украина тогда закрыла вход мужчинам-операторам, а доктор Лиза ехала через официальную границу. Когда я начала погружаться в тему, я всегда очень осторожно относилась вот к осуждению кого-либо. Мне было очень важно послушать вот эти все стороны, потому что все-таки это их страна, это их история, они там были изначально. Мне было важно выслушать как бы и ту сторону, и ту сторону. И вот, например, когда я ездила в Белгород, это было самое близкое, как я могла подъехать к этой войне, считайте, в Белгород на российской территории, вот здесь, и пообщаться с людьми самого разного, с самыми разными видами, которые приехали только что из Украины. Это как раз был тот момент, когда российские войска отошли из-под Купянска. И вот я встретила примерно человек, 40, группа из 40 примерно человек, которые только что убежали из Купянска. Купянск. И я не понимала, что они здесь делают. Да? То есть у меня вот к ним был вопрос, а что вы здесь делаете-то? Вы же украинцы. Вы же бежали от своей армии. Мы вам враги вроде бы. Вот. И мне тогда сказали, мы тебе расскажем, что там было, и как там и убивали людей, которых подозревали в коллаборации с Россией и все такое. А были, наоборот, другие люди. Была такая группа в телеге, которая помогала украинцам проезжать через Россию в Европу. Я снимала с одной семьей, как раз, у меня были тоже герои из протестующих, которые им помогали переезжать. И прямо до встречи с Ильей я сама решила помочь одной семье. И как раз они были, соответственно, уже за Зеленского. У них видение вот того, что происходило в 2014 году, очень отличается от тех людей, которые приехали из-под Купянска в Белгород. Да? И вот это разделение самих людей в Украине, оно меня очень удивило, как вот люди этой страны, они настолько очень радикально настроены против друг друга и радикально по-разному видят вот историю, кто виноват и как мы к этому пришли. Настя, это, скажем, идеологическая составляющая, да? А мы сейчас говорим про фильм и претензию к нему, заключающуюся в том, что у нас в кадре ребята, у которых в руках дрон. Один еще прям в кадре делает вот эти вот... Воги. Мини-воги. Гранаты, мини-гранаты. Которые вы спрашиваете, понимаешь, что это может кого-то убить. Но этого кого-то в кадре нет. Была ли у вас идея сколлаборироваться, может быть, с кем-то с другой стороны фронта или самой там оказаться и посмотреть на тех, кого убивают этими дронами, посмотреть на другую сторону? Во-первых, я бы вряд ли смогла бы поехать в Украину, поскольку все-таки с моим прошлым на Russia Today меня вряд ли бы туда приняли с распростертыми объятиями. А во-вторых, в Украине очень много снимают фильмов. И классных фильмов, классными специалистами. В России не снимают практически ничего. Ни один фильм, к сожалению, в этой войне не смог показать две стороны. Ни один. И я взяла на себя ответственность именно показать российскую сторону. Да, вы правы. То есть украинские военные погибают от, соответственно, военных действий российских войск. Не только военные. Да.
Ну, гражданские. И гражданские на стороне, где вот стоят российские военные. И российские военные погибают от действий украинских войск. Смерть раздаем всем поровну. Мы, как люди, как человечество, в этот момент начинаем жить по другим совсем правилам. Это правила войны, правила военного времени. Считаете ли вы, что герои вашего фильма – это военные преступники? Нет. Военные преступники – это те, кто совершает военные преступления. Вторжение на территорию чужой страны и убийство мирных граждан – это не военные преступления? Батальон, с которым я снимала, не совершал военных преступлений. Из того, что вы видели? Из того, что я видела, да. Обвинение, которое предъявляет вам украинская сторона, и его сформулировал, наверное, четче других кинопродюсер Александр Роднянский, заключается в том, что вы очеловечиваете тех, кого, в общем... Нельзя очеловечивать. Тех, кого в другом нарративе там называли русня, орки и так далее. Угу. Да. Ну да, я читала, мне кто-то присылал. Вы с ним не были знакомы до этого? Нет. Я его видела, кстати, на Венецианском кинофестивале мельком. Меня, конечно, немножко поразила вот эта вот позиция, что есть, оказывается, те, которых можно очеловечивать, которых нельзя. И у меня сразу же возникает вопрос. А можно, пожалуйста, список всех тех, кого нельзя очеловечивать? Потому что каждый раз, когда в истории человечества появлялись люди с такими списками, человечеству за них потом было очень-очень стыдно. Вы смотрели фильм Ольги Журбы, который одновременно с вашим вышел на Венецианском фестивале, «Песня горящей земли»? Да, смотрела. Как он вам? Первые 15-20 минут, вот когда люди только узнавали, что началась война, ну, точнее, вот в Украине, очень хороший. То есть я там прям, я вообще как-то стала слезливой очень после этого всего. То есть я там прям прослезилась, потому что, очень было жалко людей. И особенно там была бабушка, которая приехала из Мариуполя, и она говорила, я же строила этот город, и ты просто понимаешь, что да, это вот это поколение, которое, они вместе работали, они точно уж не могли себе вот это все представить. Это было очень сильно. Потом, соответственно, главная часть фильма, в принципе, тоже неплохая, но концовка меня, конечно, поразила. Концовка, то есть там предпоследняя сцена, когда в украинской школе учительница спрашивает детей: дети, какой вы хотите видеть Украину в будущем? Дети там отвечают, что, конечно же, без коррупции, единый, в НАТО, в ЕС, вот это вот все. И учительница их спрашивает: дети, а что вы готовы делать для того, чтобы эта Украина случилась? И дети как-то вот так, все замолкают, и все думают, и там идет медленный вот такой проезд по вот их светлым лицам и все такое. И то есть это настолько для меня казалось постановочным кадром, что здесь было какое-то, да, серьезно, ладно. Но финальный кадр, когда вот там маршируют дети, и написано «Центральная Россия», там какая-то школа, и вот они маршируют и поют какую-то военную песню, и вот все ближе и ближе их каблучки идут перед кадром, и вот они уже здесь, и вот они идут на тебя. То есть как бы там явно какой был месседж. Посыл такой: вот растет следующее поколение орков, вот им вдалбливают военные песни, вот они стопудово пойдут на войну на всех, как только они вырастут. И вот этот пропагандистский ход, я, конечно, была немножко удивлена, что такое принимают и такое показывают. Потому что в Украине тоже есть такие лагеря, где дети маршируют и поют военные песни. В России есть тоже дети, которые спрашивают про судьбу Родины, где вы там видите. Почему выбирать вот это и вот такой контраст? В общем, нас как раз тогда на Венецианском фестивале спросили, ее спросили, видела ли она «Русские на войне», и меня спросили про ее фильм. В принципе, я также и ответила. А вам не кажется, что, в общем, ваши фильмы-то это и есть две половины одного целого? Отчасти, если вы имеете в виду, что здесь есть взгляд из Украины, и здесь есть взгляд из России, это можно в общем. Здесь взгляд есть с точки зрения горящей земли. У нее «Горящая земля» образно, скажем так. То есть она не снимала... образно. Не снимала с солдатами в окопах, соответственно, да? Она снимала больше разные сцены из жизни вне... Так разрушилась-то мирная жизнь в основном. Конечно. Да. Поляне посеяны. Конечно. Нет, люди не живут в своих домах. Нет. Если вы говорите, что это две страны, это не совсем те же самые герои, не совсем те же самые ситуации. Когда я вас спрашивала о том, что понимаете ли вы, куда летит дрон, я имела в виду в том числе и понимаете ли вы, куда едут танки. То есть они едут разрушить жизнь мирную, а не то, что это какой-то полигон. Это же не полигон, это же не игрушки. Катерин, танки едут на танке.
Танки приехали не на танке. Танки едут на танке сейчас. То есть с 23 года, вот когда я там снимала, там устоялась линия фронта примерно на 1000 километров, и она не двигалась особенно в этот год. Но в тот момент, вот когда вы говорите, куда летит дрон не летит в мирный город. Дрон летит на такого же солдата. Это война. Есть здесь две воюющие стороны. С момента, как мы договорились об интервью, и до момента, как мы встречаемся, я сегодня специально считала, в Украине погибло примерно 50 мирных граждан. В России погибло в 5 раз меньше, но тоже погибли мирные граждане в результате атаки дронов и в результате обстрелов, в результате падения обломков ракет. Мирные граждане продолжают гибнуть. Это не какое-то безвоздушное пространство, где встречаются люди, которым интересно убивать друг друга. И они все на это подписались. Поэтому мне кажется, что действительно песня «Горящей земли» и «Русские на войне» — это, в общем, две половины одного целого. Это ваше право, как зритель, видеть это, как вы хотите. Для меня это не совсем про это. Потому что мне бы было интересно, например, если бы вышел фильм, как украинцы на войне. Таких фильмов, кстати, довольно много. Я больше видела репортажи, если честно, нежели чем документальных фильмов полнометражных. Но мне бы было интересно посмотреть вот такой фильм. Для меня это была бы вторая часть. Понимаете? Вторая сторона вот этой войны. Вы слышали какую-нибудь рецензию, которая вас поразила тем, что человек понял этот фильм так, как вы хотели его показать? И не обзывал бы вас Лени Рифеншталь? Лени Рифеншталь, это, конечно, да. Это среди друзей, знакомых, это прям такая шутка. Было на самом-то деле много рецензий, которые меня удивили. Но больше всего про этот фильм, мне кажется, писали в Канаде, поскольку там было 3 документальных фестиваля, которые делали показы. Ну и, соответственно, в первый раз, когда мы пытались показать этот фильм на Торонтовском кинофестивале, там все было не очень гладко. И поэтому, можете написать, что там произошло на самом деле? Главам Торонтовского кинофестиваля начали писать письма из украинского посольства с требованием убрать этот фильм из линейки кинофестиваля. Люди, которые писали, видели фильм? Нет. Потом подключился Украинский канадский конгресс. Они тоже начали писать гневные письма с требованием ТИФУ, это Торонтовский международный кинофестиваль, чтобы они сняли фильм с проката. Они тоже не показывали. И они не видели, да, конечно. Потом, соответственно, последовали звонки, угрожали работникам кинофестиваля. Угрожали чем? По телефону угрожали, что если вы там пойдете домой, мы вам устроим атата. Угрожали поджечь кинотеатр. Организовалась группа протестующих, но их было несколько. И это уже было с руки украинского посольства в Канаде и Украинского канадского конгресса. То есть они организовывали эти протесты. В определенный момент в группах протестующих начали даже передавать друг другу планы кинотеатра, где можно поставить людей, чтобы меня поймать. На каких маленьких улочках можно поставить людей, заблокировать все входы-выходы. Обрывали звонки просто где продавали билеты. Людям, которые продавали билеты, им тоже звонили и угрожали. Если брала трубку женщина, ей говорили, соответственно, какие-то гадости по половому признаку. Если брал человек трубку с акцентом, над ним начали издеваться за это. Руководство Торонтовского кинофестиваля никогда с таким не сталкивалось. Несмотря на то, что в этом фестивале были другие протестующие группы, там была палестинская протестующая группа, и были, которые за окружающую среду борются. Там тоже какой-то был фильм на эту тему. Но с таким они никогда не сталкивались. После определенных угроз о причинении вреда жизни и здоровью даже главам кинофестиваля и поджечь кинотеатр, они обратились в полицию, и полиция им порекомендовала, как они говорят, не проводить показ. Полиция, правда, на следующий день сказала, что они это не говорили, но есть подозрение, потому что глава полиции Торонто, он украинского происхождения, что это было, чтобы помочь протестующим. Это уже не важно. В итоге из-за этих угроз руководство Торонтовского кинофестиваля решили поставить фильм на паузу. Это было впервые за всю историю Торонтовского кинофестиваля за 49 лет, что им пришлось это сделать. На следующий день, когда Торонтовский кинофестиваль закончился, нам выдали отдельно кинотеатр, устроили 2 показа, вызвали полицейских, которые оцепили это здание. Мне дали впервые в жизни телохранителей. Там была группа из 5 человек. Такие шкафы.
И они меня сопровождали, соответственно. Протестующие, ну там, да, так слаженно себя вели. Некоторые попытались проникнуть в зал, но поскольку все уже были на стреме маленько после вот этого всего, то есть у них это не получилось. Ну, у некоторых, которые просто пришли фильм посмотреть, там задать сложные, в кавычках, вопросы, они там, да, они остались. Сдали? Да. А самый сложный какой? Там не то, чтобы они были сложные. Там просто была попытка меня поймать на слове на каком-то. В итоге показ состоялся, но это благодаря... Ну, за рамками фестиваля как бы. Он как бы часть фестиваля, да, но уже после фестиваля это было вот, опять-таки, насколько я знаю, впервые за всю историю кинофестиваля. В Венеции тоже же была угроза того, чтобы... Нет, в Венеции вообще все было гладко. То есть в Венеции началась претензия со стороны вот украинского продюсера Дарьи Басель. Ну как же можно очеловечивать вот этих вот самых, которых нельзя очеловечивать? Ну и все. То есть Венецианский кинофестиваль прошел очень-очень хорошо, мирно. Там не было никаких попыток не сорвать показ, ничего. У нас была тогда даже 5-минутная овация. То есть вот когда фильм закончился, просто зал стал хлопал, мы уже не знали, куда себя девать. После вот, кстати, венецианского показа подошла женщина, которая мне сказала то, что вот ради чего вот все это можно пережить, на самом деле, все. Она сказала, у меня часть родственников в России, часть родственников в Украине. Я не могу выбирать. Ну, и мы, конечно, разревелись, и, в общем, да, все, да. Вот. А с другими кинофестивалями что случилось? Там получалась такая же схема. То есть после ТИФа торонтовского у нас должен был быть показ в Цюрихе и в Афинах. И в Цюрихе, и в Афинах все было так же. То есть сначала подключались послы с такими непривычными для дипломатического сообщества угрозами, и потом сыпались угрозы опять-таки. И либо поджечь в кинотеатре, либо заложить туда бомбу, либо угрозы к работникам или главам фестиваля. А вам тяжело? Да, знаете, как-то не могу сказать, что приятно ни разу. Но с другой стороны, я принимала на себя все возможные последствия. И смерти, и ареста, и то, что я станусь инвалидом и попажу в плен, и оттуда уже не выйду. Если ты уже морально прошел вот этот уровень, травля от незнакомых людей, это неприятно, конечно. Но не самое худшее, что может быть человек. Командиры 57-й армии или кто-то из тех, кто давал вам, пусть негласное, но разрешение, видели какую-то финальную сборку фильма? Во-первых, я никогда не говорила, что это 57-я армия. Окей, командиры той армии, про которую я думаю, что это 57-я. Вот тот самый командир, который как раз, скажем так, махнул рукой, он погиб под Бахмутом. Пришел новый командир, и когда я говорила в фильме, что новое командование не хочет, чтобы я здесь оставалась, это как раз был его заместитель. Я этого заместителя избегала, но заместитель уже сказал, что если ты здесь еще раз появишься, то я вызову ФСБшников. Вот поэтому я уехала. Если честно, я бы, наверное, там еще поснимала. Потому что тогда вот начались эти штурма. Мне казалось важно было бы это все задокументировать, но тут уже было небезопасно. Командир не увидел никогда, да. Было несколько солдат, которые проезжали через Москву, пока я там была. И у нас уже была какая-то более-менее, нарезка подлиннее, чем вот эта финальная, но была. Я их садила, показывала, потому что мне было очень важно услышать их мнение. Потому что вот они, как люди, которые там жили, что я там не приврала, что я там ничего не утаила, наоборот, что я все показываю как есть. Вот. И они все сказали, что все четко. Все четко. Вы по ним скучаете? Да. Как по людям, да. Но у меня такая... Я привязываюсь ко всем героям, которых я не снимаю. Я очень долгое время дружила с девчонками-курдианками, которые воевали против ИГИЛ. А потом их командирша, с которой я дружила больше всех, она погибла. Я даже как-то пыталась помочь искать ее тело, потому что там в засаде было. Я до сих пор дружу с нашим конголезским героем. Он даже в честь меня назвал дочь. Есть там конголезская Анастасия. И когда я приехала, соответственно, даже сюда,
Сюда, в смысле, на фронт. Мне тогда сказал один из парней: не привыкай никому. И меня это возмутило. То есть как это не привыкать? Я буду привыкать. Да, я понимаю, что может быть больно, но нет, я буду привыкать. Но потом я поняла, что он имел в виду. Потому что в какой-то момент это становится таким конвейером. И очень сложно это эмоционально выдержать. А у вас был ПТСР? Да черт его знает. Сны мне не снятся. Мне сложно было возвращаться в Москву. То есть Москва – это мой самый любимый город планеты. Мне сложно быть вне Москвы. Обычно после 3 недель нахождения вне Москвы у меня начинается прям тоска и ломка. Но я возвращалась после фронта в Москву, и меня все раздражало. Мне все везде сжало. Причем я гражданский человек. Я там не воевала, но я там жила. Вот. И я же ездила туда несколько раз. Сколько? Возвращалась. Ну, раза 3 точно. Может, больше. 3 или 5 это можно посчитать. Ну, раза 3, наверное. 3. 3, да. 3. И да. всегда одним и тем же путем. Нет, разными. Мне было сложно. Мне некоторое время пришлось потратить на то, чтобы влиться обратно в обыкновенную гражданскую жизнь. Я понимаю вот тех солдат, которые возвращаются и напиваются, например. Потому что это как будто какая-то отложенная награда. Причем у них опыт, соответственно, совсем другой, чем у меня. Сколько весил материал в общей сложности? Ну, жестких дисков, наверное, 3-4. Каждый жесткий диск по 4 терабайта. 16 терабайтов плюс-минус. Как вы их хранили? В рюкзаке? На жестких дисках, да. И вывезли точно так же спокойно? Да, да. И потом из России тоже в рюкзаке вывезли? Да. И никто ничего не задавал, ни вопросы не спрашивал? Нет. И паспортный контроль вы прошли идеально? Да. По русскому паспорту? По русскому паспорту. У меня же, понимаете, плюс то, что я, в отличие от вас, была ни разу не публичная персона. Это не важно. Это важно. Сколько непубличных людей сидит сейчас в российских тюрьмах? Вы правы, но сколько не сидит в российских тюрьмах? Сколько людей с двойным гражданством сидит в российских тюрьмах? Да. Но двойное гражданство – это никак не панацея, ничего. Это не плюс. Скорее риск. Ну, я свое гражданство декларировала еще, когда это в 2014 году сказали декларировать. Не поняла, зачем? Ну, ладно, раз уж надо, так это. Настя, это какое-то феноменальное везение или вы чего-то не договариваете? Ну, я говорю как есть. Как вы хотите на это смотреть, не знаю. Но в России как бы не так все, что вот трясут прям каждого. Ну, такого нет. Ну, я незаметный, не публичный человек. Была. Поэтому, как-то да. А за что меня останавливают? Расскажи, как это бывает? Ну, меня, вот конкретно меня за конкретно что? Вас. Вы приходите на паспортный контроль. Так. Человек говорит, дополнительная проверка. Берет ваш телефон, смотрит контакты. Находит там контакты. Ну, вы как записываете людей в телефоне? По-разному. Вот, по-разному и находит. Потом гуглит вас, или не гуглит, а яндексит вас в Фейсбуке, смотрит ваши посты. Угу. Все. Но вы считаете, что каждого проверяют? Вы же знаете, Я что считаю, что людей с двойным каждого. гражданством проверяют чаще. Ну вот я сколько летала, меня ни разу вот так не проверяли. И сколько летали мои знакомые, или там знакомые знакомых, их не проверяли. Потому что история, когда тебя отвели и заставили показать телефон, ну, она довольно-таки громкая. Это же сразу молва пойдет, ничего себе. И что, и как, и что спрашивали. В самом начале войны вы у себя в Фейсбуке писали довольно яркие посты. Я процитирую один. Такого глобального и абсолютного ущерба нашей стране и народу не принес ни один ее руководитель за всю ее долгую и тяжелую историю. Россия – это не Путин и не группа поддакивающих кастратов с Рублевки, взявшая страну в заложники. Но нам, крутившему у виска вплоть до утра 24 февраля, еще долго придется платить за нравится, не нравится, терпимая красавица. С первым днем весны, дорогие соотечественники. И дальше хэштеги «Нет войне», «Путин не мой президент», «Импичмент Путину», «No war in Ukraine». А вам что, прилетало за эти посты? Ну, кто-то отфрендился. Но вообще человек с такими постами в соцсетях с высокой долей вероятности не пересекает границы Российской Федерации и не возвращается обратно. Люди подтирают не только такие посты, а просто там какие-то квадратики. Я решила не потирать. И вы пересекали границу Российской Федерации в зону боевых действий и обратно? Конечно. Я решила не потирать, потому что на тот момент
Когда началась, российская часть войны, как угодно. Полномасштабное вторжение. Я первые 2 месяца была в абсолютном депрессняке, потом меня охватила злость на происшедшее, потому что я не ожидала, что такое возможно, и я тогда считала, что как это вообще могло быть. У меня была огромная злость на Путина, на руководство. А сейчас прошло? Нет, вы знаете, просто я начала вслушиваться еще, что говорят и другие политики. И за все эти почти 3 года я не слышала ни одного политика, который пытался бы достичь мира. Не было ни одного политика, который пытался как-то решить все дипломатическим путем. И я поняла, что может быть, большие интересы в этой войне. Обычно об этих интересах люди узнают лет 10-20 после того, как она заканчивается, и оказывается, что здесь были воины большого капитала, который пытался распространиться на это все. И чем больше я слушала, тем больше я понимала, что здесь, видимо, интересы не только Путина схлестнулись, а еще чьи-то еще. А делает это Путина лучшим? Да нет, это не делает никого лучшим. А войну справедливее? Нет, конечно. Можно решать вопрос либо дубинкой, либо разговорами. И к этому практически пришли со стамбульскими договоренностями. Что там случилось? Прилетел ли Борис Джонсон и сказал, что все, ребята, расходимся, воюем, или нет? Это тоже интересный вопрос. Мне было очень интересно узнать на него ответ. Мне тоже. Честный. Потому что если все-таки это было, сколько жизней могло бы вообще быть спасено, сколько городов бы до сих пор стояло, если бы тогда это все разрешилось. Но в этот момент я себе всегда говорю еще и о том, что если бы в 2014 году не было бы зеленых человечков в Крыму, не были бы введены люди без опознавательных знаков на территорию Донецкой и Луганской областей, и не были бы захвачены украинские территории, в ответ на этот захват Украина бы не начала бомбардировки этих территорий, то, возможно, бы и не было 22 года, если бы реакция на это вторжение и эту аннексию была бы жестче мирового сообщества, если бы реакция внутри страны не была бы такой единодушной и поддерживающей. Мне всегда в этом конфликте было интересно слушать украинцев. Украинцев с разных сторон баррикад, потому что, к сожалению, в Украине есть баррикады внутренние. Есть разные мнения на это. И опять-таки, когда люди уже много кого потеряли, тут уже не до неприятной правды, тут уже часто люди руководствуются эмоциями. Возможно, вы правы. Просто после 3 лет наблюдения за разными политиками, включая, конечно же, западными, потому что они довольно-таки активно участвуют в этой войне, я не могу сказать, что кто-то из них вызывает у меня чувство уважения. Потому что никто из них не говорит не то, что говорит, ладно, некоторые-то и говорят, но не толкает к переговорному процессу. Но делает ли это лучше российских политиков, начавших войну? Да никого это лучше не делает. Это же не то, чтобы... Если мы замечаем, что в этой войне несколько участников, и все они ведут себя гадостно, не то, чтобы один лучше другого. Просто, наверное, я бы написала такие, похожие посты уже теперь больше и про других руководителей других стран. Вы разочарованы? Наивности подубавилось, конечно, маленько. Но не то, чтобы прям разочарованы. Я просто столько разных историй уже слышала, там абсолютно разных поэтик. Да. И каждая, опять-таки, в силу своего характера. То есть как люди на войне все-таки раскрываются, это феноменально. Иногда когда был мир, были маски. Кто-то делал вид, что он приличный человек, и никогда бы, если вдруг случится горе, никогда бы себя так не повел. А война всех делает более искренними. Настя, мы встречаемся 2-й раз, потому что между нашей первой встречей и сегодняшним днем произошло такое количество событий в международной политике, что сделать вид, что ничего этого не было, просто невозможно. Насколько изменившаяся кардинально геополитическая ситуация будет влиять на судьбу фильма? Отличный вопрос, потому что на судьбу фильма положительно вся эта геополитическая ситуация никак не повлияла. Даже наоборот.
Наш фильм, к сожалению, стал заложником вот этих всех геополитических расприй, где определенные каналы, фестивали, они наоборот сейчас больше опасаются его брать, потому что То есть еще больше по сравнению еще с тем, больше, что чем было. было раньше, потому что люди, которые обычно занимаются фестивалями, каналами, они, скажем, обычно антитрамповского, более либерального, более демократичного, вот этого толка. И несмотря на то, что фильм просто рассказывает историю людей, вот, есть определенная часть истории, которую я смогла зафиксировать, и мы хотели бы ее всем показать. Людей, которые все-таки воюют на стороне России. Да, которые воюют на стороне России, но это часть истории происходящей, которой не было показано раньше. Все равно боятся взять этот фильм, потому что боятся, что это будет воспринято, как будто он на чьей-то стороне. То есть сейчас вот геополитическая ситуация, она обострилась настолько, что, наоборот, боятся показывать этот фильм больше, чем раньше. У нас пока не было ни одного показа в Америке. Хотя было изначально очень много интереса, потому что это довольно эксклюзивная история. Получается такая странная комбинация и политики, и нежелание показать что-то, чтобы человека, который, не знаю, возглавляет телеканал или возглавляет кинофестиваль, бы показал в свете, как будто он поддерживает политику государства. То есть сейчас идет настолько большое расслоение между деятелями культуры и в США, и политиками в США, что наш фильм, вот он пока вот как-то между этими двумя стезями пропадает. А в России поступали предложения? Пока нет. А какие-то, наоборот, предупреждения и какие-то... Пока нет. То есть делают вид, что вас Тишина. так и нету? Да. Мы расстались на том, что вы сказали, что единственное, во что вы верите в этой связи, это переговоры и дипломатия. Но вот результат, который принесли переговоры и дипломатия. Как вам? Грустно. Но я понимала с самого начала, что переговоры и дипломатия, они будут довольно-таки грустны. Потому что в этой войне невозможно выиграть. Кто-то должен уступить. И сейчас то, что мы видим, вот эти переговоры начались резко. Каждый раз, когда в Америке сменяется администрация, она зачастую, не так резко, конечно, как Трамп, потому что Трамп – это что-то новое, но она зачастую отменяет предыдущие проекты предыдущей администрации. Видимо, в администрации Трампа решили отменить предыдущий проект администрации Байдена. И это была поддержка Украины. И это был, соответственно, Зеленский. Есть вот эта большая политика, а есть обычные люди. И вот сейчас вот эта большая политика, она уходит в свою стезю. А на обычных людей, они будут страдать из-за этого. На украинской стороне, на российской стороне. Вот все, кто были в это вовлечены. Если война не выигрывается быстро, она становится затяжной, как стала вот эта война, получается, что ни одна сторона не может ее быстро закончить. Поэтому чем быстрее вы начнете переговоры, тем менее болезненно это будет. Учитывая то, что, получается, Украина была очень зависима от поддержки Штатов. И сейчас эта поддержка просто иссякла, потому что новый президент решил, что им это невыгодно, что у него никаких обязательств перед Украиной нет. Возможно ли бы это было предвидеть? В какой-то степени да. Несмотря на переговоры, несмотря на резкие заявления, вообще несмотря на все, что происходит в высоких кабинетах, насколько я понимаю, боевые действия ни на секунду не прекращались. Потому что нету договоренности. Конечно, у многих людей большой шок от того, как резко поменялась политика Америки в отношении Украины. Но, допустим, бы она не поменялась. Тогда что бы у нас было? У нас было бы продолжение боевых действий, как сейчас. И вот меня немножко поражает, что вот этот статус-кво, который случился за последние почти 3 года, хотя уже 3 года, что вот определенная часть общества, включая условного российского, условно назовем это либерального, они продолжают говорить о том, что нужно поддерживать Украину, чтобы вот этот статус-кво продолжался. Вот это для меня шок, потому что эти люди одновременно позиционируют себя как антивоенными. Но если бы это должно было продолжаться, то это значит продолжение войны. Это значит продолжение статуса-кво. Это значит, что на линии фронта ежедневно умирают люди. Будь то солдаты, будь то мирное население. И как из этого выйти? Пока, кроме переговоров, выхода нет. Просто у меня, если честно, ощущение, что Зеленский все это время пытался выйти на какую-то позицию силы. 3 года у него не совсем получается выйти на позицию силы. Допустим, в начале войны у него было условное какое-то, казалось бы,
какое-то преимущество, а сейчас уже идет 4-й год. Как я это вижу? Но он не сдается. Как я это вижу? Он не сдается. Но при этом он не считает количество людей, которых нужно положить в заклание, чтобы пытаться дальше выйти на эту позицию силы. Хотя, не может Украина этого сделать. Не может она победить Россию. В России больше людей, в России больше возможностей. И изначально, когда они в это поверили, с помощью Запада, с помощью западных стран, которые предоставляли им помощь, оружие, вот это все. Грамотный политик, он должен всегда понимать, что ему придется в таких ситуациях, может быть, принимать какие-то не очень популярные решения. А может быть, на нынешний день это будет популярное решение. Попытаться как-то, договориться и прийти к миру. Вы верите в справедливость? Я верю в справедливость, но просто зачастую иногда это слово используется именно в политических каких-то маневрах, скажем так. Справедливо бы с точки зрения Украины, на которую Россия напала, поняв, что силы не равны, поняв, что, в общем, скорее всего, они остались одни, без финансовой поддержки и моральной, как минимум со стороны Америки, это очевидно, сдаться на милость врагу, сдаться на милость злу, в общем. А какой обратный вариант? Справедливость подразумевает, что у вас есть вариант, когда вы можете выйти из этой ситуации и как-то по справедливости выиграть. Но как вы здесь можете выйти из этой ситуации? У определенной части общества была вера, что Украина должна продолжать воевать и посылать своих мужчин и женщин на войну и, соответственно, в попытках продвинуться куда-то. Этого не случается уже 4-й год. Какая справедливость? Справедливость – это теоретический вопрос. А у нас есть практический вопрос. У нас есть поля, усеянные трупы. У нас есть похоронки, которые приходят каждый день. И там, и там. Какая здесь справедливость? И понимаете, вот эти лозунги, которыми часто орудуют именно политики, чтобы продолжать определенную политику. Определенную политику я имею в виду, что из каждой ситуации есть несколько выходов. То есть есть, например, в этой войне, у меня бывает. К вашему предыдущему вопросу о ПТСР. Видимо, что-то есть все-таки. Минуточку. А идет время, и становится хуже, да, тяжелее становится. Знаете, просто это... Воды? Да нет, салфеточку сейчас найду. Просто когда есть определенные вопросы, например, о потерях, это какое-то уже триггер слово. Я была недавно, тоже знакомилась с новыми людьми, и меня там спрашивали про фильм, про вот это все, и как-то опять был какой-то вопрос про потери. У меня каждый раз такая реакция. Я не могу ее контролировать. Все нормально, сейчас это пройдет, просто это... Нормально? Да, мы говорили про справедливость и то, что зачастую это слово, которое оно имеет значение в жизни. Оно есть, справедливость есть. Мы всегда пытаемся сделать как-то что-то по правилам. Это как пример, который часто используют как раз в каких-то... в психологии, например, с вагонеткой. У вас есть рычаг, вы можете поехать либо так, умрет один, либо там умрет толпа, как бы то ни было, вы должны сделать выбор. Какой здесь может быть выбор по справедливости? Жизнь иногда в таких сложных моральных вопросах, она, к сожалению, не может определяться такими плоскостями. Но зачастую этими понятиями орудуют в политике, чтобы население как-то заставить согласиться с определенной стратегией. Даже лозунги про справедливость, то, что жертва обязана защищаться от агрессора, это все, оно повторялось с начала войны. Да? А с украинской стороны, из тех, кто их поддерживали, силы были не равны. Справедливо ли было это, учитывая то, что мы знаем сейчас, справедливо ли было вести войну так долго? Я не испытываю особых теплых чувств к Владимиру Зеленскому за всю эту войну. И это, конечно, не мое дело, я там вообще с другой стороны, из России и все такое.
Но я считаю, что он слишком много своих людей отправил на заклание в попытке удержать вот эту роль. И в попытке, возможно, даже удержать власть. А что надо было делать, сдаваться? Наверное, не очень корректно с моей стороны говорить, что надо было, особенно, что я орк, русня, и что я-то буду говорить. Но, с другой стороны, тоже сложно говорить, потому что я бы никогда не могла быть большим политиком, потому что если ты работаешь в этой среде, у тебя должен быть немножко другой менталитет. Ты уже орудуешь судьбами миллионов. Ты должен быть готов эти судьбы, видимо, как-то тоже принести на закладение как к какому-то идеалу, какой-то идее, которую ты пытаешься принести в жизнь. Но здесь, если все-таки была возможность договориться еще в начале 22-го, то, что мы говорили, когда приезжал, возможно ли приезжал Борис Джонсон и отговаривал, не отговаривал, правда это неправда, я лично не знаю. Но если это правда, и если Зеленский все-таки согласился продолжать войну, то это, конечно, преступление против его страны, я считаю. Но к этому моменту уже на его страну напали, 8 лет тому моменту назад. Уже куча людей погибла, и уже случилась полномасштабная часть вторжения. Согласие сдаться не подразумевало ли бы, что у России открывались бы новые возможности? Какие еще страны можно захватить? А сейчас мы что имеем? Сколько погибших со стороны Украины, и все тот же результат. Все-таки Россия, да, это страна, у которой больше возможностей, у которой больше населения, которая больше развита в военном, в техническом плане. Про военный и технический план вы говорите, исходя из того, что вы видели внутри фронта? Частично, да, но в целом... То есть это действительно выглядит как высоко развитая армия? Отчасти, да. Отчасти, да, потому что, во-первых, есть люди. То есть поток людей, он не иссякает. Просто то, что в избушке, одна из первых встреч в фильме, это не выглядит вообще как армия. Почему? Там такая же история на украинской стороне. Если мы сейчас говорим про техническую составляющую, техническая составляющая у России гораздо больше, чем в Украине. Есть преимущество в воздухе, есть преимущество именно в количестве техники, есть преимущество в количестве солдат. Стратегии войны, как генералы выбирают воевать, это уже другая тема. Я понимаю сейчас, что украинцам очень больно и очень обидно от того, что произошло. Видимо, вся была надежда на Америку, на США, на то, что... что они не одни. Они не одни, их продолжают поддерживать Европа, но, как мы видим, самый важный партнер был США. Их ситуации сейчас не позавидуешь, правда. А какой у вас паспорт? Российский и канадский. Вы гражданка Канады в том числе. Да. Так получилось, что я видела трейлер из фильма, который не был снят, кстати, к сожалению, который назывался «Бы. Возвращенцы». Это фильм о молодых людях, которые в 2014 году решили вернуться в Россию из-за границы. Сейчас я здесь. Не самое лучшее время профессионально, политически, все такое, но я здесь. Я от этого факта кайфую, даже когда мне грустно, одиноко или еще что-то не хватает. Потому что я это наконец сделала, и я дома. В этой связи у меня сразу два вопроса. Первое. Как так получилось, что вы оказались в Канаде, и у вас канадский паспорт? И второе. Почему именно в 2014 году вы решили вернуться? В Канаде я оказалась, потому что туда уехала моя мама в 1997 году. Мне тогда было 10 лет. Мама получила рабочую визу, она у меня психолог. И мы с ней переехали в Канаду. А сами вы откуда? Из Москвы. Мама у меня из Сибири, отец у меня из Казахстана. А папа ваш тоже в Канаде живет? Нет, папа мой живет в Казахстане, но у нас с ним нету никакой связи. То есть мама уехала тогда в Канаду одна? Да. И вы с ним никогда не общались? Общались, когда мне исполнилось 18, и все. То есть я уехала туда, когда мне было 10 лет, и я дала себе обещание, что я вернусь в Россию, когда вырасту. Вы тяжело уезжали? Очень. Я в то время уже как-то не видела себя. Я видела свое будущее именно в России. Я очень любила и очень люблю Россию. И у меня всегда было такое ощущение, как будто у меня отняли что-то, что я хотела. То есть для меня Россия – это была такая Атлантида, какой-то обещанный мир, чего-то там, что-то мне лично не хватающее. Поэтому я решила, что и когда я вырасту, я в Россию вернусь.
Но, соответственно, прежде чем я это сделаю, мне нужно сначала доучиться в школе, потом мне нужно получить диплом университетский. И все-таки я тогда понимала, ну и мама мне популярно объяснила, что иностранные дипломы у нас, ну, к счастью, к сожалению, котируются гораздо больше, чем российские. То есть я решила закончить образование в Канаде, в Торонтовском университете. Вот. И Кто по профессии? я училась на коммуникацию и политике, политологию. И поскольку мне было страшно сразу ехать в Россию самой, потому что у меня тогда в Москве не было ни родственников, ну, друзья были только дворовые с 10-летнего возраста. То есть бабушки, дедушки, ничего этого не было? Я решила поехать сначала в Восточную Европу. И я купила себе билет в Македонию и должна была проехать, ну, практически автостопом до Польши. И дала себе на это про все 2 месяца. То есть у меня был билет в Македонию и через 2 месяца билет из Варшавы. А как я туда попаду между этим делом, это непонятно. Я поехала в Македонию, а потом как-то мне стало очень интересно, потому что там рядом находится Косово. Я очень много читала про Косово. Меня всегда интересовали вот именно конфликты, и как люди себя ведут, и почему они себя так ведут. И поэтому я решила на 2 денька заехать в Косово. И в итоге я туда приехала, я заезжаю в Приштину на автобусе, а там идут армии разных стран просто. Итальянские карабиньери, тут идут португальцы, тут. Мне стало это так интересно, почему, что здесь происходит, почему здесь такое большое скопление войск, мы никогда про это не слышим, а война-то вроде бы закончилась, а что сейчас? И я решила остаться в Косово в итоге на год. То есть ехала на 2 дня, в итоге осталась на год. И начать снимать первое свое документальное кино, которое не случилось, потому что я вообще не знала, как это делается. Ни съемка, ни режиссура, вообще ничего. Про коррупцию международных peacekeeping это у нас. Международных миссиях Косово. Миротворческих миссий. Миротворческих, да, спасибо. Мне тогда было 22 года. В итоге я там работала и в местном американском университете, водила международных студентов по разным сербским анклавам, потому что больше никто не хотел это делать. Потом получила свою первую большую работу как фиксер для фильма HBO про торговлю органами. С этого там всего началась моя карьера. Там же я познакомилась с итальянским журналистом, который меня уговорил поехать с ним в Ливан и снимать фильм про Хезболлу и палестинских беженцев. То есть тоже на свои деньги. На свои деньги – это на ваши деньги? Наличные, да. А откуда у вас деньги? Работала в продакшене, в университете в том же самом. Мы поехали в Ливан, решили все-таки разделиться, потому что Хезболла Хезболлой, а палестинские беженцы палестинскими беженцами. То есть он свою часть снимал, в итоге не доделал, а я несколько раз возвращалась в эти палестинские лагеря беженцев и снимала дальше то, что происходило с этими людьми. И, кстати, благодаря именно этому фильму я потом попала в итоге в документальную редакцию на Russia Today, потому что я познакомилась с главой маркетинга, которая закупала разные фильмы на документальном фестивале Hot Docs канадском. И она меня пригласила в итоге с ними пообсуждать вопрос покупки и показа этого фильма на их канале. То есть, иными словами, из Ливана вы вернулись в Канаду? Да, биография у меня, конечно, немножко длинная. Немножко шпионская. Изначально это был должен был быть туризм, чтобы познать Восточную Европу, а потом уже не так было страшно вернуться в Россию, потому что я из России все-таки уехала в 10 лет. И в итоге я вернулась, работала над этим фильмом про палестинцев. Он называется «12 Палестин», потому что в Ливане 12 палестинских лагерей, и они функционируют как будто страна внутри страны. То есть у них свое здравоохранение, свои группировки, которые этим всем занимаются. Своя политика, можно сказать. Я этот фильм доделала. И решила все-таки, что пора уже ехать в Россию, как я себе обещала, потому что время идет. То есть либо я это делаю, либо я перестаю делать вид, что я собираюсь это делать. И в итоге в 2014 году я поехала обратно. Мы сейчас приехали в такое время, что многие не хотят читать новости и вникать в политическую ситуацию, что от этого просто взрывается голова. Что будет дальше, неизвестно. Получится ли остаться здесь, мне лично неизвестно, потому что я работаю в средствах массовой информации, и сейчас как-то очень
быстро и плотно закручивать гайки. А вы приехали до аннексии Крыма или после? Я приехала в мае. Значит, после. Я знаю, что вы снимали в том числе протесты против аннексии Крыма, а также вы снимали митинги в поддержку Крыма? Угу. Есть кадры, где вы снимаете. Я ходила на все протесты, считайте, когда я вернулась, потому что мне было, во-первых, очень интересно понять, что происходит, чем дышит страна. Вот в этом не случившемся кино вы говорите удивительную фразу, что мне интересно, как живет моя страна и какие решения она принимает, даже если с этими решениями я не согласна. То есть вы понимаете, какие процессы происходят в стране? Ну, я только начала в них вникать, да. То есть я, когда приехала в Россию, у меня была определенная степень как бы и наивности, и непонимания, конечно, что же происходит. Я помню, даже когда мы ходили на протест, я снимала это все, потому что мне это было интересно снимать, потому что, опять-таки, это исторические процессы. Я спрашивала режиссеров, которые ходили со мной, а что это за флаги? А это флаг чей? А это флаг чей? А анархисты это кто? А эти это кто? А почему, приехав в Россию в 2014 году, вы пошли устраиваться, работать на канал Rush Today? Ну, это наша, можно сказать, первая официальная встреча, поскольку до этого мы приглядывались друг к другу, можно сказать. Если я им подхожу, если они мне подходят. А сейчас мы уже будем обсуждать первый проект, когда меня хотят послать в Ливан, чтобы я сделала небольшой фильм про детский труд среди сирийских беженцев в этой стране. До того, как я переехала в Россию, буквально 2 недели до этого был фестиваль документальных фильмов Hot Docs. Он самый большой в Канаде. Я туда пошла, потому что я искала архивные материалы для своего фильма про ливанские лагеря, палестинские лагеря в Ливане. Я тогда как раз познакомилась с главой Getty Images на тот момент. У них очень дорогие кадры, но очень хорошие. И я пыталась с ним как-то договориться. Давайте я вам... Вот я в Россию собираюсь ехать. Давайте я вам буду снимать что-нибудь из России, а вы мне вот эти дорогущие архивные кадры ливанской гражданской войны для фильма дадите. Но он, когда немножко был удивлен такой наглостью, думаю, и ладно, давай. Кстати, отчасти те кадры, которые я снимала с протестов, я потом загружала на Getty Images. То есть для использования, для всяких новостных порталов. Тогда на этом фестивале мы как раз познакомились с ребятами, которые позже снимали фильм про возвращенцев. Мы познакомились с женщиной, которая работала в отделе маркетинга Rush Today и приехала покупать фильмы для показа на канале. Мы даже тогда познакомились с Виталием Манским. Тогда вся русскоговорящая эта тусовка, она держалась вместе. То есть не было таких разделений никаких. И, соответственно, когда мы познакомились с этой женщиной, она меня сразу спросила, а что ты здесь делаешь? Я говорю, я ищу как раз архивы для этого фильма. А про что фильм? Палестинские лагеря беженцев, государство в государстве, это все очень интересно. Я говорю, мы покупаем. Так вы же фильм даже не видели. Мне нравится, как ты говоришь. А мы с ней договорились, что когда я приеду в Москву, я с ними встречусь, чтобы обсудить продажу этого фильма. Я приехала к ним, мы начали обсуждать это все. Она говорит, а хочешь познакомиться с нашей документальной дирекцией? Я, если честно, не совсем знала, что у них была документальная дирекция. Меня повезли на другой этаж, познакомили тогда уже с моим будущим начальством. Это кто? Начальство? Екатерина Яковлева, Галина Архипова. Они главы документальной дирекции Rush Today. И мы с ними поговорили. Это все показалось, немножко, не подозрительным, как вы говорите, но как-то за свои деньги, и ты поехала снимать в Ливан? Зачем тебе? Я говорю, потому что это интересно. И на этом расстались. Политика канала на самом деле меня очень интересует. Насколько я понимаю, это самый большой новостной агентство канал России, который ориентирован за рубеж. Если честно, я их не так много смотрела. Продукт меня не очень воодушевил. Есть некоторые пропагандистские нюансы, некоторые нюансы, которые сделаны просто не очень качественно. Меня очень интересует тема пропаганды, потому что, на самом деле, частично из-за чего я пошла в документальное кино, это желание показывать правду, какую-то, более объективную правду. Что такое правда, это уже отдельный разговор. Пропагандистская машина у нас работает сейчас очень даже сильно. Хотелось бы снять воздействие этого на людей, чем это чревато для общества. Сейчас и на будущее. Поэтому я сейчас иду именно устраиваться на работу в российские СМИ, потому что, если честно, я все-таки недавно сюда приехала, я не уверена, как это работает. Как это позиционируется, какие задания даются, есть ли определенные рамки, в которые журналисты должны работать. Не говорим война, говорим конфликт, не говорим
боевики, говорим террористы. Ну вот это же политика, это все политика, даже в словах. Так что посмотрим, что из этого будет. Я очень надеюсь, что все обойдется хорошо, как все люди всегда надеются, что очень обойдется хорошо. Вы же поняли, что это пропагандистский канал? Я потом пошла, посмотрела на сайт РТД, раз что это документалка. Меня немножко удивило, что очень много используется как раз закадрового текста в этих фильмах, чтобы выразить какую-то политическую позицию. И когда мы с ними встретились второй раз, я поставила 2 условия. Если мы будем с вами вместе работать, я буду делать фильмы без закадра и без корреспондента в кадре. На мое удивление, они согласились. И, соответственно, я там начала работать. Я там проработала 6 лет. Получается, с 14 по 20 год. Я в тот момент думала, что я попробую. И если, например, там будет какое-то давление, или меня будут просить требовать сделать то, что я не хочу, соответственно, как с любой организацией, мы расстанемся. Но такого не было. Я сделала 5 фильмов в Ираке, 3 в Сирии, 1 в Ливане, 1 в Демократической Республике Конго. А зачем Rush Today был фильм про Конго, где нет русского присутствия? Так Rush Today, именно документалка, она снимает не только там, где есть русское присутствие. В те 6 лет, что я работала на документалке, у нас, можно сказать, была какая-то золотая эпоха, потому что документалку в целом ей давали снимать, в принципе, то, что они и хотели. То есть очень много было фильмов, которые абсолютно никак не связаны с внешней политикой России. То есть, например, те же самые дети на Филиппинах, те же самые дети Африки, те же самые мои конголезцы, те же самые игиловцы. Игиловцы, причем со стороны курдов. А курды, как известно, они все-таки сейчас уже больше, тогда, сейчас уже совсем другая история. Сейчас уже, в общем, не очень понятно. А тогда это считалось, что курды, они как-то уже проамериканские вроде бы как-то. Но я могла это все снимать. Тогда документалка руководилась именно системой рейтингов. Что будет интересно, то мы и показываем. У меня, может быть, конечно, все-таки немножко была отчасти какая-то привилегированная позиция, потому что я все-таки приехала из Канады. У меня было 2 паспорта, у меня было 2 языка, и я хотела ехать в точки, куда больше особо никто не хотел. То есть я всегда выбирала свои темы. Кроме первой это сирийские дети, которые уходят из школы, чтобы работать, поддерживать свои семьи в Ливане. Это то, что мне предложили, потому что знали, что мне очень интересен Ливан. И я туда хочу вернуться, потому что, конечно же, где съемка там, я еще заеду в свои эти лагеря палестинские. А все остальное, да, я предлагала сама, я продюсировала сама, я находила героев сама. И, соответственно, режиссировала, снимала тоже сама, со вторым оператором. Почему в 2020 году вы ушли с Rush Today? Начали ходить слухи, что нас будут заставлять работать по-другому. То есть вся эта лафа, скажем так, когда мы могли делать фильмы без закадра, без корреспондента, уйдет. Мы должны будем делать больше, но быстрее и другого уже качества. И я с этим была не согласна, и поэтому я ушла. Это было полюбовное расставание? В целом-то да. А вам было где работать? Нет. То есть вы ушли в никуда? Да. Из 20 по 22 год вы нигде не работали? Я сразу после этого пошла делать магистратуру в Амстердаме, на международных отношениях. И после обучения я вернулась в Москву и начала работать на CBC. Это канадская компания? Да, канадская компания, то есть это их филиал в Москве был. Я работала новостным продюсером с июля или с сентября 2021 до момента, когда им отменили визы и аккредитацию и закрыли их офис в июле 2022. И тогда вы снова остались без работы? Я фрилансила переводчиком, продюсером для разных других западных компаний. То есть это Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Sky News, такие. Человек, который работает на западные СМИ, в России всегда находится под подозрением. Вы чувствовали это? Да нет. Я же не работала корреспондентом в итоге, да? То есть у меня не была руководящая какая-то ведущая должность. Я там работала, на эти истории, на перевод, работа в поле. К тому же я работала не на полную ставку, я работала на полставки и большую часть. То есть я это делала, когда я не снимала этот фильм. Но все равно, наверное, такая работа не позволяет нормально жить в Москве, снимать квартиру.
Да нет, почему? Вы одна снимаете квартиру, извините? Да. И то есть это все вы могли себе позволить? Да. Каких проблем? Ну, в смысле, квартира-то у нас осталась еще мамина. То есть мама ее, уезжая, не продала, и она 17 лет вас дожидалась? Да. Потрясающе. Да, так что это, конечно, очень помогло. Ни у кого из героев фильма нет нигде представителей власти, гражданской власти я имею в виду, да и военной, в общем, в кадре. Там ни портретов Путина, ни каких-то лозунгов. Вы специально не снимали, чтобы не вступить в конфликт с российскими властями, или там действительно нет никакого респекта такого по отношению Вы к понимаете, правителям? вот то, что я почувствовала, когда я уехала оттуда, то, что вот есть абсолютно разные миры. Война и все остальное, где говорят о войне. С ее какими-то не совсем правильными представлениями, с лозунгами, с битвами лозунгов, с пропагандой, с битвами пропаганды, нарративы, вот это все. А есть война. И все, что вы видели, там, оно так и есть. Все же в этих детальках. То есть если бы висел там портрет, не висел портрет, вот это все, это тоже важно снимать. Там портрет Сталина висит, Да, и он тоже висел. а Путина нет. Не видела. Может быть, где-нибудь там в штабе, куда я, конечно же, не ходила, он там и был. Может быть, там нужно, чтобы он был. Не знаю. Я понимаю, что это я могу быть жертвой стереотипов, как люди, которые вас критиковали, они говорили, что вы не можете быть независимым журналистом, потому что в России независимые журналисты работать не могут вообще, что, скорее всего, неправда. Точно так же я себе представляю, что там в каждом блиндаже по 3 Путина, а может быть, их там и нету. Их нету. Где я была, я же не проходилась по всей линии фронта с проверка про Путина, покажите свою... не было же такого. Те, где блиндажи, где я была, вот там то, что вы видели, то и было. С другой стороны, да, у вас в кадре и зэков нет, и... Да, потому что вот этот батальон, с кем я была, это, соответственно, 300 мобилизованных и 80 примерно добровольцев. Там зэков не было, зэки были в других батальонах. Это знаете, маленький портрет вот этой всей большой войны. Но это портрет, который я смогла поймать именно здесь, именно с этим батальоном, именно с некоторыми определенными людьми. Я не совсем считаю себя журналистом в этом плане. То есть я именно документалист. Мне важно играть в долгую, мне важно именно в человеке, найти что-то человеческое. Не важно, какая была ситуация. А если ваш бывший телеканал Rush Today предложит вам показать фильм? Если они готовы будут показать фильм такой, как он есть, возможно, мы это обсудим с продюсерами. Именно такой, как он есть, чтобы ничего не вырезать. Как снято передвижение на танке? Это не ваша камера? Да, это БМП. Это моя камера. То есть вы сидите на броне? Да, я сижу на броне. И никто вам не сказал, что это прям... Нет, я там просто уже, довольно нагло себя вела. Мне сказали, что приедут новые БМП, и мы поедем их забирать. Я поехала с этой группой, и там был, условно, часовой, не часовой. Не от этого батальона, а абсолютно левый человек. И он сказал: девушка, сюда нельзя. Я говорю: можно. Нормально все. И пошла разговаривать с кем-то. Понимаете, мне кажется, одну вещь, которую меня научил глава группы «Альтернатива». Если вы знаете такую организацию, которая занимается как раз современным рабством. Я про них снимала, это был мой как раз последний фильм на Rush Today документалка. И он мне сказал феноменальную вещь. Если ты себя ведешь, как будто ты здесь должен быть, то все представляют, что ты здесь должен быть. Несколько бытовых вопросов. А вы с этими военными прям там жили в домиках, и в окопах, конечно, и в блиндажах? Конечно. То есть у вас там было свое место, получается? Да, конечно. Оружие вам давали? Нет. 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 То есть, если в случае что, вы себя защитить без Нет, я сказала, если вдруг что, меня убьют и фиг с ним. Я это уже давно для себя поняла. Что если я окажусь в ситуации, когда, например, меня там окружили и собираются взять в плен, и у меня есть автомат, и я могу стрельнуть, я не стрельну. Стреляйте. селяви. Вы людям Байкала говорили о том, что вы не испытываете страха. Когда началась, наша часть войны, в смысле российская, в феврале. Позволю себе все-таки не согласиться с этим термином. Это условный термин, да. У меня первые 2 месяца был огромный депрессняк, потому что я никогда не верила, что это возможно, потому что, как это вообще возможно? И потом, после 2 месяцев какого-то этого чернейшего депрессняка, ко мне пришел какой-то злой кураж. Давайте еще, давайте, хуже, давайте. И я не знала, куда меня судьба в итоге заведет с этими съемками.
Но я для себя тогда приняла решение. Я остаюсь, мне очень важно заснять сейчас вот этот исторический период моей страны. Я сразу же спросила себя, на что я готова пойти. Арест, там, убьют, если вот когда я еду на фронт. А попадешь в окружение, попадешь в плен. Из плена, скорее всего, не выйдешь, потому что, опять-таки, останешься без ноги. То есть, неважно что. Ты готова на это? Да, я готова. Все. И ты про это больше не думаешь. Ты один раз для себя решил, и ты больше не думаешь. Но ты должен для себя решить, как далеко ты готов пойти до того, как ты пойдешь. Потому что в моменте, когда на тебя вот что-то там летит, если ты испугаешься, то, скорее всего, ты мертв. И ради чего вы на это пошли? Потому что для меня очень важно было понять происходящее вот с моей стороны. Поняли? Отчасти, да. Отчасти, да. Для меня было очень важно понять, кто именно там. Кто там. Потому что в этой войне отсутствие информации, оно просто колоссальное. И очень много фейков, и очень много дезинформации просто отовсюду. Как я вот говорила в фильме, у меня изначально вот на меня шло 2 версии происходящего. То есть с российской стороны, что там находятся герои, которые никогда не умирают, а с западной стороны, что это военные преступники, которые вот убивают и насилуют всех и все. Мне было очень важно поехать туда, чтобы я для себя понимала, что это за люди, и потому что это тоже в какой-то степени портрет страны. Это портрет страны и портрет нашей общей трагедии. У вас вышла картинка того, что это хорошие ребята, которые оказались в плохой ситуации. Вы ее можете смотреть, как так? вам кажется. Нет, так? Я могу сказать за себя, конечно, но главное, что видит зритель. Понимаете? То есть я могу объяснить, что я там хотела сказать, но главное, что видит зритель. Что вы увидели? Я увидела абсолютно обычных людей. Обычных, не хороших, не плохих, обычных. Обычных – это и хорошее, и плохое, оно живет в обычном человеке. У вас в кадре плохих нет? Смотря что вы считаете за плохое. Там есть качества каждого человека, они абсолютно человечные. Они абсолютно не манекенно, человек, который насилует мирную жительницу, он не абсолютно человечный, правильно? Но мы знаем, что такие случаи есть, несмотря на то, что ваш герой-мультик говорит, что таких случаев нет. На таких случаев, правда, не слышала. Это было, мне кажется, абсолютно было бы удивительно, если бы он на них слышал. Где бы он их услышал? Да. У вас ваши герои не так, что прямо и пьют, а если пьют, то весело танцуют и поют. Вы не снимали, вы не видели этого, или вы не захотели это включить в монтаж? Все, что я включила, это то, что видела моя камера. То есть я не видела никаких ни военных преступлений, никакого плохого отношения даже к гражданским лицам. Вот я, когда приехала с вот этими 2 установками, не установками, а, скажем, борющимися нарративами в голове, что либо герои, либо военные преступники, то есть я, конечно, ожидала, что что-то-то, наверное, все-таки такое будет. Меня очень поразило, что насколько они абсолютно обычны. И в этом-то и есть трагедия, мне кажется, каждой войны. Потому что уже после того, как я уехала с фронта, и мы начали монтаж, и я начала потихонечку отходить, и я начала потихонечку очень осторожно перечитывать какую-то классику того же самого Ремарка. И я поняла, насколько ничего не меняется. Там некоторые герои просто вот один в один. И вчера я, кстати, решила пересмотреть фильм, который выиграл Оскар, «Hearts and Minds», 1973-1974 года, про Вьетнамскую войну. И там тоже спрашивают солдат. Там, то есть, и солдаты, и политиков, и вьетнамцев, и гражданских, мирных жителей. Насколько там тоже все похоже. «Hearts and Minds» все-таки он как раз про объемное видение. Он про объемное видение, да. Но именно вот эта часть про солдат, когда люди не всегда могли объяснить, зачем они там. То есть люди идут не за идеологию обычно. То есть люди идут по своим каким-то причинам. И это повторяется из войны в войну. Неважно, какая страна. И поэтому вот здесь что-то есть универсальное в этой войне. Потому что настолько похожи персонажи, которых я видела тогда, и которых описывали те же самые классики в войне. И вот в этом трагедия человечества, что вот это все повторяется. Вы все время используете слово «туман войны», которое, кстати, часто встречается у Ремарка. А почему вы его используете? Что такое туман войны?
Но для меня туман войны – это вот именно было невозможность увидеть человека там. То есть я видела вот битву двух вот этих нарративов. Геройские герои, которые никогда не умирают, военные преступники, насильники, убийцы. И вот в этом тумане невозможно было разглядеть вот именно человека. Эти истории, эти судьбы, нити, этих судеб составляют этот туман. Да? То есть получается, у нас вот здесь политические лозунги как бы затмевали действительность. И вот мне поэтому было очень важно вот проникнуть вот сквозь вот этот туман и поехать туда. Как вы думаете, закрепление за Россией, в общем, статуса победителя в войне, не даст ли это возможность российской власти почувствовать этот вкус победы и желание новых горизонтов и новых завоеваний? Я, наверное, не тот человек, который должен отвечать за российскую власть, потому что я не имею к ним никакого доступа не вообще. в плане ответа. Вот это продолжение того же самого разговора о справедливости, потому что когда люди, которые, в общем, мы с вами не относимся к людям, которые имеют возможность принимать решения, мы относимся к людям, которые скорее зависимы от этих решений. И в вашем случае еще и судьба фильма зависит от того, как будет развиваться ситуация. Но все равно, когда ты смотришь на вот этот набор новостей и понимаешь, что сколько-то все равно тебе придется в этом мире еще пожить, и ты видишь, как злу дают возможность выиграть. Это как с абьюзером, да, ты несешь ему все, что у тебя есть до последнего, но однажды у тебя все кончится, а он останется абьюзером. Вот это понятие добро и зло, оно применимо к политике. Политика, она обычно очень грязная. И играют там абсолютно не по правилам. Но при этом должны держать хорошую мину. Если вы говорите, что Путин там зло, а кто тогда Трамп? Вот это и есть большая политика. Она преследует свои определенные цели. Ну, обычно это должно быть во благо своих же граждан, какие-то цели стратегические, и абсолютно наплевать на граждан соседних стран. Важно подчеркнуть, что у меня нет доступа к власти, к тому, что она принимает, потому что, к сожалению, за эту войну я вижу, что в журналистике появилось какое-то новое движение попытки прочитать, что в глазах политика на самом-то деле есть. И какая-то специализация. Всегда было. Но оно было, но оно как-то обострилось, потому что очень мало журналистов за эту войну работали в поле в России. Вот просто поскольку я работала там и очень много пересекалась и с иностранными журналистами, которые все еще оставались, и с российскими журналистами, которые оставались. Вот этот новый феномен писать про что-то, не зная, не имея никакого доступа, но имея большое важное мнение, оно, конечно, просто такое себе. Вот. Насчет будущей экспансии, условной, там вот сейчас волнуются вот в странах Балтии. Да, что Путин на них нападет. Я просто это слышала на Венецианском кинофестивале. Когда у нас была премьера, я разговорилась с девушкой из Литвы, которая жила между Италией и Литвой, и она мне как раз рассказывала, что каждый раз, когда она приезжала в Литву к бабушке, она включала местное телевидение и просто была в шоке от того, где там пророчили, что вот-вот на нас нападут, вот сейчас Россия готовится. И она в полном страхе уезжала в Италию, включала там новости, а там про это ничего не было. Определенная пропаганда запугает местное население, что нужно обязательно защищаться. И, соответственно, когда люди испуганы, они могут голосовать больше за увеличение оборонного бюджета, да, или какую-то политику, которая, опять-таки, выгодна. Но лично я, наверное, не считаю, что будет какая-то определенная агрессия, экспансия дальше, потому что стратегического смысла в этом я, правда, не вижу. Можно говорить вот ужасным сухим языком, опять-таки, реалполитик, про стратегический смысл насчет Украины. Можно говорить про страх, что Украина будет под большим влиянием Запада, а через Украину у нас проходит там, условно, 5 вот этих газовых труб, которые составляют большую часть бюджета России, потому что они везут этот газ в Европу и дальше. Но, опять-таки, это большая политика. То есть мне кажется, после вот этой войны Россия будет просто восстанавливаться, потому что это все-таки довольно-таки травматичная история для населения России. А у вас есть эта адреналинная зависимость от войны, от боевых действий, от страха? Нет.
Меня вообще не интересуют пушки, меня не интересует, вот как она сейчас бабахнет, вообще не интересует. Потому что когда встречаешь, некоторых коллег, обычно мужчин, там вот такой танк, и потом по нам вот так, а мы та-та-та, вот это все. Нет, мне больше интересно вот как-то в душе покопаться. Я вот про это. И никаким образом вас профессионально не возбуждает, что вот сегодня этот человек вам интервью дает, а завтра он может погибнуть? Возбуждает... профессионально. Нет, как? Мы все понимаем, что такой риск есть. Да, особенно, когда ты снимаешь с военными. Но как-то понимаешь логически, что есть такая опасность, но ты никогда не готов, когда это случается. Ты не можешь быть к этому готов. Люди, которые погибли во время съемок фильма, 3 человека, которых они везут, и которых они знают, вот этот медицинский батальон, и по которым они плачут. А вы их знали? Конечно, мы вместе жили в одном доме. Но их в кадре нету. Они были в кадре мельком, мелькали, вот. Они преимущественно сидели на хозяйстве. Не совсем верное утверждение, что все солдаты убийцы убивают. Нет, то есть они сидели на хозяйстве. И их в тот момент отправили отвозить доски для построения блиндажей и окопов туда. И вот когда они ехали туда прилетела польская мина. Польская мина – это одна из самых страшных вещей на войне, на этой. Это та, которую не слышно. Которая не слышно. То есть ты ее слышишь, когда она уже в метре от тебя, и тогда уже слишком поздно. Вот, и она этих троих, убила. Да, мы вместе жили в одном доме, да. А вы плакали в момент этой съемки? Да. У меня такая какая-то особенность, что я не верю, пока я не увижу тело. То есть мне говорят, что вот факт, вот это случилось. Я не верю. Как-то я логически опять, то есть оно ко мне позже приходит, наверное. Когда я увижу, что вот этот человек здесь, да, тогда до меня начало доходить. Там в фильме есть один широкий план, то есть когда тела уже довезли до медвзвода, и медики с ними прощаются. И вот когда я снимаю этот широкий план, меня уже накрыло. То есть я реву и держу камеру. Камеру не выпустили? Нет. Потому что я здесь документировать их истории. А потом, соответственно, мы отвезли их в морг. Это была Пасха. И, то есть, занесли тела. Я стою, соответственно, у меня все так же. И выходит начальник морга, ко мне подходит такой, что ты ревешь? И так, и вытаскивает у меня пасхальное яичко, из-под уха. На. Это такое несоответствие происходящего. И понятно, что он уже насмотрелся, к нему привозят, регулярно погибших. То есть для него, конечно же, это издержки его профессии. То есть он на это не так реагирует, как, например, я или те же солдаты, которые с ними жили, которых их знали. Чисто по-женски 7 месяцев на фронте, это как? Как? К тебе есть, конечно, определенное внимание. Я всем говорила, что у меня есть муж. Врали, что ли? Как врали? У меня есть бывший муж, мы с ним шикарно общаемся. И в целом ко мне относились, то есть на удивление. Опять-таки, то есть я же приехала с этой что там же что-то там про изнасилование, это же кошмар, и это все, и как будет на меня смотреть, и у них же там никого не было давно, и как. Но это не животные. То есть, наоборот, ко мне относились, как к дочери полка, можно сказать. То есть, особенно по первой, пока еще не привыкли, Настя пришла, все, не материмся, заткнись. Бутербродик, сесть, тебе давай удобно, давай мы тебе это место поудобнее. И, в принципе, к двум другим девчонкам, которые там были, отношение было одинаковое. То есть девчонки, они казались чем-то, каким-то, что ли, символом дома, мира, чего-то там. Все меня предупреждали про друг друга. Ты ночью не ходи, тут у нас там разные бывают, давай я тебя провожу, давай то, давай все. В этом плане повезло. А ели вы пили что? То, что они. За их счет, получается? За счет армии. Соответственно, делается этот большой котел. Я же первую часть, потом возвращалась к взводу обеспечения, они как раз должны были обеспечивать. То есть они там делали макароны, кашу, это все. Ела с ними, иногда ходили в магазин. По съемкам ощущение, что там никто и не бухает прям как следует.
Ну, то, что вы видели, оно как бы подбухивается. Но я думаю, там главное правило, чтобы человек на следующий день был в кондиции, чтобы работать. Работать в смысле воевать? Ну нет, там же не все воюют. Вот, например, тот же взвод обеспечения. Когда он воюет? Или те же медики? Когда они воюют? Есть же разные подразделения в армии. Та же самая пехота, первую вот часть, первый фронт, где мы были, там была позиционная война. Были траншеи, соответственно, российская сторона, украинская сторона, между ними условное поле в 300 метров, которое заминировано в несколько слоев. И обе стороны обмениваются там артиллериями, там, минами, всем чем угодно. Люди здесь сидят определенное время в каждой стороне, но обычно это там несколько дней или неделя, иногда 2, потом ротация, потом ротация, потом ротация. То есть вот первую часть там условного противника они не видели. В этом-то и парадокс. То есть они сидят, на них вот падает вот это все, но они не видят вот украинца лицом к лицу или те не видят русских. Ну вот в этой части фронта. Потом, когда уже перекинули батальон под Бахмут, там уже началась другая история. Там уже началась война, когда их уже посылали в штурма. Вот то, что вы видели в фильме. Начать войну очень просто. А вот закончить, ебать, ты попробуй это сделать. Они вам сами отдавали карточки своих видеорегистраторов? С этих, да. Ну, там, где он между трупов бегает. Да. Вы их просили или они сами предлагали? Просили, да. Порядка $270 тысяч бюджет фильма. По-моему, там было 340. 340. Канадских. Плюс-минус канадских, да. Бюджет фильма, на что пошли деньги? На монтажера, на оборудование, на звук, на музыку, на цвет, на всю вот эту техническую часть. Есть что-то, о чем вы жалеете, что вы не смогли, не успели это снять? Не получилось? Да, есть один момент, когда Дед Мороз мне рассказывал, почему так важно ему прокормить семью. И что я не мужик, если я их не смогу прокормить. И для меня это вот здесь щелкнуло. Почему вот говорят про деньги, насколько важны деньги. Эти деньги, ну, вот мужчины, большинство из них туда приехали, они не тратят на мерседесы и там, на какие-то там виллы. Они, ну, зачастую это для того, чтобы покормить семью. То есть изначально, когда я слышала деньги, ну, деньги, все просто гулять хотите. А потом вот, когда вот он сказал вот этот момент, это было как-то очень, ну, важно. Просто у меня тогда не было камеры, и он как-то, не получилось это снять. Для меня это как раз и есть наивысшая точка цинизма российской власти по отношению к своим гражданам, что она не оставляет им другой возможности честно заработать на свою семью, кроме как убить других людей. Возможно. Существует, конечно, ну, как бы тоже сказать, существуют вахты, существует разное. Но, да, многие едут туда, чтобы заработать. Дед Мороз зовут Илья. А что с ним стало теперь? Вы заканчиваете его историю на том, что он вернулся в Самоволку фактически на несколько дней, чтобы повидать семью. Он вынужден был уехать, чтобы опять-таки покормить свою семью. То есть он всю жизнь кормил семью. И всю жизнь работал на то, чтобы ее покормить. И получилось так, что ему тогда уже было 50. То есть ему просто повезло. И тогда вот была возможность списаться, когда тебе было 50+. То есть сейчас, мне кажется, это поменяли до 60+. Но тогда он как раз попал в вот эту колею. То есть он приехал, поскольку ему было 50+, он мог списаться в итоге в Москве. То есть у него все хорошо, он живет свою обычную жизнь? Да. Он работает? Да, он работает. У него хорошая работа? Ну, он работает, конечно, как вол, но получает немножко меньше. Не то, что немножко, но меньше. Но да, он работает. Это справедливо? То, что он работает или... Нет, что он работает как вол, как вы говорите, он получает немножко меньше, чем... Это вот действительность, которая есть. Вы поддерживаете отношения с героями? Да. Со всеми, да? Ну, не со всеми, но когда смогу, да. А там ребенок-то родился? Родился. Прям там в прифронтовой зоне Слава родился? Богу, нет. То есть она уехала и родила ребенка? Да. А он? Ну, его-то кто отпустит? То есть он все. Ну, вы же знаете, что у нас все контракты продлены автоматом до победного. То есть вот даже вот тот же взвод обеспечения, который вот я снимала, которые уже 8 месяцев воевали, они когда вернулись вот туда, где мы были, в тыл, где вот было, вот, добавили 300 новых мобилизованных, им тогда сказали, что, товарищи, здесь никто домой не едет. Они тогда об этом узнали, что ваши контракты продлены автоматически. У всех там был большой шок. Ну, он ни во что не вылился? Ну, был, конечно, протест.
Ну, протест, в смысле, ходили к командованию, даже нашли какого-то юриста, пытались, все там звонили, жены обрывали там эти все телефонные линии Министерства обороны, пытались как-то, вот, комитет солдатских матерей, тот же, вот, юристов каких-то. Ну, все, закон новый. Вот так. А люди понимали, что у фильма будет международная судьба, что его будут сперва показывать за границей? Изначально нет, потому что мы сами того не понимали. Ну как, изначально, когда началась война, точнее 25 февраля, мне написала мой продюсер Корнелия Принчипе. Мы с ней были знакомы по документальной вот этой всей тусовке в Канаде, и мы с ней планировали снять эпизод для научного канадского шоу про бальзамирование Ленина. Но Ленин не случился, и она мне сразу же написала, типа, ну что, снимаешь? Ну, конечно, снимаю, как я не могу не снимать. И она сказала, что она попробует предложить этот фильм канадскому телевидению. Но, соответственно, мы не знали, возьмет она, они не возьмут. И как это, даже если они, скажем, изначально подпишутся, примут ли они финальный результат. Канадское телевидение изначально выразило свой интерес, что да, это круто, это эксклюзив. И потом, уже когда нас точно приняли и на Венецианский кинофестиваль, и на Торонтовский кинофестиваль, и, соответственно, так далее, и собирались уже показывать железно, что оказалось не так железно, на канадском телевидении, я созвонилась со всеми, с кем могла, и сказала им, что, ребята, вот такой вот, нас будут показывать за границей. И они что? 2 испугались, а остальные сказали, что это очень круто. Парочку сказали, да не покажут они нас, это тебе. Сейчас говорят, что покажет, а потом не покажет. Ты что? Кто про нас хочет вообще смотреть? Мы враги. Не пудри себе мозги вообще. В общем, да. Мне было важно им рассказать, потому что я не знала, как это будет освещаться дальше. Я хотела, чтобы они узнали это от меня. Чтобы не было ощущения, что как-то ты там вот за нашей спиной как-то там договорилась с какими-то иностранцами и все такое. То есть по ходу пьесы, когда я знала точно, я им говорила. Потому что все-таки это очень чувствительная тема. Для них, условно, даже вот эти показы на Западе, это большой шок, потому что Запад это недружественные страны. Это страны, которые поставляют как раз вооружение, которые их убивают и их товарищи. Тоже такой момент, с их точки зрения. Да? Угу. Поэтому, да, мне было важно проговорить с каждым, до кого я могла достучаться на тот момент, что вот будет вот такая история. В фильме звучат 2 песни. Одна Андрея Губина «Такие девушки, как звезды», другая любимая группы якобы президента Путина «Любэ». У вас есть на них разрешение? Да. Соответственно, менеджмент этих групп видел фильм? Нет. А как? Просто попросила, сказала, вот делаю фильм про военные действия. И на радио, когда батальон двигается, звучит, например, песня «Любэ». Обычно просят эпизод. Не попросили. Она на радио звучит, я говорю, она звучит там минуту 30, не помню сколько, минуту 15. Не против ли вы, если я вот это все? Да, все, ладно. Даже самые ярые критики вашего фильма отмечали, что он потрясающе хорошо снят, и он безупречно смонтирован. В этой связи 2 вопроса. Первое. Просили ли вы героев что-то договаривать, переговаривать, доформулировать? Потому что есть ощущение какого-то закадрового до наговора. Да на самом-то деле нет, потому что одно интервью на героя, кроме Деда Мороза. Угу. Деда Мороза я интервьюировала в Москве и там 2 раза, по-моему. Потому что мне его история была интересна. То есть я не понимала, как это. Как вы крепили на героев микрофон? Так же, как и вы. У меня такая же там петличка. не скрытые петли? Нет, у меня была одна петличка и одна пушка. И, соответственно, поскольку у меня... И одна камера, не в 2? Да, одна камера, да. И поскольку у меня еще не позволяет 2 разъема, я снимала либо на петличку, либо на пушку. Человек, который указан в титрах режиссера монтажа, имеет не русское ни имя, ни фамилию, он не понимает по-русски. Ни разу. Получается, монтировали вы? Нет, он монтировал. А как он монтирует речь, если он не понимает по-русски? Мы все переводили. Мы выбирали несколько сцен, которые мы знали, что они точно интересны и потенциально войдут в фильм. То есть, например, сцены, когда батальон двигается на фронт. Угу. Мы отдавали ему материалы, и он их монтировал сам. Он один из лучших монтажеров Канады. У него очень много наград. И это большая заслуга продюсера нашего Корнелии, которая его нашла. И он все монтировал просто по эмоциям.
Но, соответственно, с текстом. То есть мы переводили именно те дни, которые мы знали, что там есть сцены, которые, ну, скорее всего, в фильм войдут. И он это все монтировал. И последовательность этих кусочков тоже он выбирал или вы ему помогали? Вот мы монтировали сценками. То есть нам нужна условная сценка, как батальон едет на фронт. Угу. Роланд, все тебе, вот тебе перевели, вот, скажем, вот эти 2 дня, делай. И он, ну, через пару недель выдавал нам целую сценку. Это просто вот, ну, гениальный человек. Очень-очень круто работает. А какое имели вы влияние на то, какая будет последовательность, какой будет месседж фильма, какая будет финальная его структура? Ну вот последовательность разных сцен и, соответственно, ну, сами сценки мы делали вместе. Ну, например, он нам выдавал сценку, там, как батальон движется на фронт, на 14 минут. Ну, конечно, это долго. Мы с ним сидели, ее срезали. Потом у нас были, ну, огромные дебаты в плане того, что это будет за фильм. Потому что изначально это был фильм про протестующих и солдат. Разные портреты из России, каждый по-своему воспринимает и участвует в войне. Я понимала, что вот сейчас в России происходят исторические события, и важно ловить все, просто все. От цен, которые там растут, не растут, от настроений на улице, от вот этих, кто выходит, протестует, насколько это все долго будет продолжаться. А почему вы в итоге решили сделать монотему только про солдат на линии фронта? А вы знаете, мы изначально собирались сделать фильм про протестующих и солдат в одном фильме. И у нас даже была нарезка, ну, равкат условный, где у нас были вот эти истории и те, и показать вот разную Россию. Но мы поняли, что они не совсем сопоставимы. Потому что тем, что, ну, как бы, протестующие, да, они рискуют, там, условно, там, штраф, там, свободой, заключением, и, может быть, им, ну, некоторые уезжали из страны. А те, кто на линии фронта, они рискуют своей жизнью. И тогда, понимаете, вот в итоге фильм, как будто у них риски были абсолютно несоизмеримы вот у двух этих сторон. И мы решили, что мы будем делать 2 фильма, если можно. То есть изначально, конечно, главный интерес у всех был о фильме про солдат, потому что это, ну, можно сказать, второй в мире фильм с российской линии фронта. Первый – это Шон Леган снял, ирландец. То есть он поехал туда не так надолго, но у него был первый фильм, и он тоже ну, очень и он много... туда поехал довольно официально. Он поехал туда официально, да. Потому что как иностранец он никак не мог уж точно там как-то договориться, потому что, ну, никак. А мы, соответственно, были вторым. Но мы были еще первым по внедрению, скажем так, по уровню вхождения в тему. И мы решили, да, что будет 2 фильма. То есть сначала, конечно, все хотели фильм про солдат, но у нас практически уже готовый фильм про протестующих. Он уже вот. Просто вот нужно найти заинтересованный канал. Потом, соответственно, решили, что это 2 разных фильма, и сфокусировались на солдатах. У нас были дебаты, у нас будет это хронологический порядок или как-то наоборот смешано. В итоге решили, что мы сделаем это просто по хронологии. И, соответственно, включая мои какие-то вставки, потому что изначально я была очень против, чтобы я там где-то появлялась. Ну, то есть советы о том, что вы должны сделать видеоставки, вам приходили, когда вы уже были в процессе съемок? Да. То есть это все заслуга Корнелии, продюсера, который говорит, ну давай, поснимай себя хоть иногда. Закадровый текст вы придумывали уже после? Да. В какой момент вы стали понимать, что все-таки фильм будет для Канады? Изначально-то я начала снимать как бы сама. Даже если никуда бы не вышел, ну, сделала бы что-то, выложила бы в YouTube, потому что это важно. Для канадского телевидения это была как раз через Корнелию, через продюсера. Я сказала, конечно, давай попробуем, а там уже как получится. Потому что я все время как-то не совсем верила, что они, правда, заинтересуются в этом фильме, что они, правда, его возьмут, что они, правда, его примут как есть, что там не будет какой-то, не знаю, лютой цензуры. Его отсмотрели 4 раза, ну, то есть 4 версии фильма. Исполнитель и редактор, то есть она его приняла, она и ее команда. И очень гордились фактом, что этот фильм взят вот этим телеканалом на просмотр. Потом, к сожалению, вмешались политики. Оказывается, не так все, ну, да, отличается, скажем так. А они предлагали вам что-то перемонтировать, чтобы взять этот фильм к показу? Вы знаете, нет. То есть там больше было просьбы объясните, что такое тыл. Тыл – это место, где солдаты вышли отдыхать. Да? А что такое фронт? А как далеко? А добавьте вот это. Чтобы объяснить зрителю, который вообще не в военной тематике, что и что. Когда мы приехали вот командой в Торонто на кинофестиваль, тогда вот случилось то, что случилось. Что совет директоров
этого телеканала канадского мы не будем говорить но сразу же после выступления зампремьер-министра Канады, это дама по имени Криста Фриланд, у нее украинские корни, она фильм не видела на тот момент, но сказала, что какого черта такой фильм спонсирован и взят канадским телеканалом. И буквально то ли в этот день, то ли через день совет директоров нас информировал о том, что фильм показан не будет. И там были огромные споры, то есть исполнительный редактор боролась за этот фильм как могла. А вас не удивило, что российские СМИ про ваш фильм молчат? Удивило. Я не знаю, что там будет дальше. Вы с тех пор в России не были? Нет. Собираетесь вернуться в Россию сейчас? Очень хотелось бы. Если честно, у меня огромная ностальгия. Мне вне России сложно находиться долгое время. То есть я как-то к ней привязана, как старая собака, и это никуда не уйдет. Мне важно еще как-то понимать, какую пользу я могла бы принести. Поскольку я понимаю эти два мира, и Запад, и Россию. И сейчас между ними, если мы не берем Трампа и Путина, но диалога нету. Большая часть того, что я вижу в тех же самых СМИ, в документальном кино, оно опять-таки эти угрожающие политические лозунги, это ощущение страха, которое наводится местными СМИ, но понимание того, что происходит в России, кто такой русский народ, какие у них сейчас проблемы, как они на это все смотрят, его как будто бы нету. Человек был заменен лозунгами. А мне кажется, во время великих трагедий важно именно не терять свою человечность. Это важнее даже больше, чем в другое время. А кто такие русские тогда, по-вашему? Кто такие русские? Население Российской Федерации. Оно очень разное. Оно очень разное. И сила-то именно в том, что они разные. Но кто такие русские? Вы знаете, это какой-то вечный у нас вопрос. Я как-то пыталась на него ответить и вспомнила один момент на съемках. Я снимала в тот момент с медиками. И у нас, соответственно, есть девушка Анчар, которая наполовину кавказских кровей, наполовину калмыцких кровей. У нас есть медик, которых азербайджанских кровей, польско-украинских кровей. И, соответственно, я за камерой. И все мы ощущаем себя русскими. Как-то интересно было подумать именно, что именно нас объединяет. На данный момент, мне кажется, нас объединяет русский язык и советское наследие. У нас есть какой-то определенный общий юмор, какие-то цитаты из обычно советских фильмов. Интересное полотно, где абсолютно разные кусочки. Это и есть Россия. А никогда вы не думали о том, что из-за этой травмы быстрого и, в общем, нежеланного отъезда из России вы за эти несколько лет, которые были в Канаде, придумали себе ту страну, которой не было? Я же вроде вернулась проверить, есть она там или нет. И вы ее нашли? Нашла, да. Вы правы. То есть память, она, конечно, меняет что-то, но какую-то привязанность к чему-то, к этому чему-то, я ее нашла. Почему вы сейчас больше всего скучаете? По языку, по юмору. Этот наш какой-то черный юмор. По архитектуре. У нас же, знаете, архитектура, она же тоже, у нас есть это хрущевки и все, что с ними связано, это между строк. У нас есть эта старая Москва. Я просто по Москве сужу. Оно в каких-то детальках, знаете, которые... они придают силу, потому что ты чувствуешь, что это твое. Я сейчас, может, как-то пафосно там что-то выражаюсь. То есть каждый раз, когда я уезжала даже в командировки, то есть если это дольше 3 недель, это уже начиналась какая-то ломка. Хотя я полжизни прожила за границей. По идее, какая ломка? А что по планам-то, когда вернетесь? Не знаю. А кто должен вам сказать, Настя, можно? Не знаю. Просто будет... То есть сейчас вы просто боитесь, что посадят, если так коротко? Сейчас я делаю короткую версию фильма на европейский телеканал. То есть я сейчас... Фильм «Русские на войне» вы делаете короткую версию? Да. То есть не про протестующих? Нет. А всего еще это? Про протестующих материал уже устарел. Как нам. Вам так кажется? Сказали, да. Потому что в сфере последних этих событий, какие протестующие были в начале, первые пару месяцев. Соответственно, их истории, они продолжались, но То есть вы не будете этот фильм заканчивать? Мы предлагаем. Там версия нарезанных сценок на 2 часа, 3 часа. Если будет интерес у какого-то телеканала, мы можем это все оформить в кино. Но пока
особого интереса нет. То есть у меня сейчас план именно попытаться сделать вот эту короткую версию фильма «Русские на войне» для европейского телевидения. И пока вы это делаете, вы не можете вернуться в Россию? Я не уверена, какая будет реакция на этот фильм все еще. То есть изначально, когда я показывала этот фильм юристам, то есть у меня было 4 юриста разных, они друг друга не знали. Русские или иностранцы? Русские. Да, потому что иностранцы в нашей действительности, им разобраться, это вообще какое-то темное поле. Один был оптимист, сказал, да, слушай, вроде бы как-то, вроде нормально. Может быть, нормально будет. А 3 сказали, лучше едьте. Но... Какие статьи вам предлагали? Предлагали на выбор разные. Давайте я не буду давать идеи товарища моих. У нас вот этот фильм будет доступен в открытом доступе в апреле. Максимум в мае, если там не успеем сделать сайт или там не успеем еще что-то сделать. А короткий когда будет? Короткий, вот мы сейчас над этим работаем. А можно сказать, в какой стране его будут показывать? Канал РТ. Понимаете, я бы, наверное, никогда бы не подумала, что жизнь повернется вот так, как она повернулась. Да, в принципе, никто из нас не мог подумать, что она повернется так. Но я, когда туда ехала, я хотела заснять эту действительность просто без какого-то осуждения. И мне кажется, сейчас многие люди, которые работают в СМИ, но не соприкасаются с российской действительностью, им очень сложно без этого осуждения. То есть осуждение, оно будто бы стало нормой. Я, когда туда поехала, это было просто себе установка. Иди и смотри. И мне кажется, это главная миссия документалистики. Ты должен понимать атмосферу вокруг тебя и как она пытается тебя немножко, принять чью-то сторону. Кто у нас сегодня враг? И как мы будем этого врага снимать? Нет. То есть нужно снимать людей. И в этой катастрофе увидеть личности. И понять, что на тебя тоже может быть какое-то давление лозунгов, какое-то давление политики. Меня вот немножко поражает вот одна тема. У нас как-то получилось в СМИ, что ездить на Донбасс – это зазорно. У нас как-то получилось, что очень мало СМИ ездили на Донбасс или делали это хотя бы открыто. Федеральные СМИ, конечно же, ездят. Мы говорим про другие все. Либо иностранные, либо оппозиционные, или как-то их можно назвать. Иные, короче. И у меня вот было всегда ощущение, что ехать на Донбасс вот в сердце этой войны было всегда как будто бы в хорошей компании так, в приличной компании так не делают. Да нет, я думаю, что связано это было, по крайней мере, до 22 года, связано было это с тем, что примерно все, что было бы снято на оккупированных территориях, Донецкой, Луганской республиках, так называемых, это все очень контролировалось. И человек с видеокамерой, оказывавшийся там без федерального разрешения, с легкостью оказывался, как там говорили, на подвале. Да, на подвале можно. То есть это не было связано с тем, что там кому-то считалось из хороших журналистов, качественных, независимых, зашкваром. Это было связано с реальными физическими рисками. При этом большое количество людей туда так или иначе ездили. С 2014 года там была опасность. Там нужно было получать вот это пресс-аккредитацию, вот это все. Но люди снимают в разных опасных точках. И иногда вывозят оттуда просто гениальный какой-то материал. Безусловно. Но после 22-го... Особенно, если не обладают таким везением, как вы. Да, повезло, конечно. Но после 22-го было вот как раз вот это ощущение, что с кем бы мы ни разговаривали, как будто на Донбасс нет, я не поеду, то вы что. То есть это как будто стало какое-то морализаторство от журналистики не ехать куда-то, не ехать в центр войны. Я думаю, что это не совсем так. Я недавно разговаривала с девушкой, которая не журналист, но которая провела под арестом около 3 месяцев просто за то, что она в центре Донецка, которая ее родина, но она сейчас там не живет, достала телефон и начала снимать. На этом ее поездка домой кончилась. Человек просто приехал бабушку проведать. Она даже не журналист. И я думаю, что если мы говорим о СМИ, те не рискуют людьми. А фрилансеров, готовых вот так вот лихо поехать, сейчас все-таки, наверное, это одна из самых опасных точек. Не с той точки зрения, что тебя убьют. Это все-таки понятный риск для журналиста.
А в данной ситуации, с той точки зрения, что ты окажешься на подвале, в СИЗО или в Таганрожском СИЗО, откуда еще никто не выходил? Ну, вот Донецк, когда я ездила снимать, потому что была сцена, которую я сняла в Донецке, она просто в фильм не вошла, мне то же самое говорили, что здесь очень осторожно нужно, потому что все боятся наводчиков. И не только. Но это Донецк. Понимаете, это Донецк. В Донецке, да, там, соответственно, город, там есть очень много товарищей, которые работают вот как раз именно в структурах. Но рядом с Донецком, в других деревнях, я до этого не ехала, потому что я думала, что это невозможно. А там, оказывается, то есть, ну, как оказалось, и, в принципе, я думаю, после определенного количества времени мы как-то все в СМИ должны были об этом узнать. Ну, в тот же Донецк и Луганск каждый день из Москвы ходит по 3 автобуса, как минимум. Ну, там 3-4 тысячи рублей. И вы там. 1700. 3-4 тысячи. Уже Да. Видимо, желающих много. И люди, то есть, люди ездят туда-сюда. И как бы очень много людей из Донецка, из Луганска, ну, в принципе, из ДНР, ЛНР в России. То есть все вот эти истории, и как-то познакомиться, и как-то вот так поехать и посмотреть, если вам правда интересно, если вы хотите узнать истории этих людей, это возможно. Придется понимать, что вы работаете в опасных условиях. Ну, как и в многих точках. То есть журналисты едут в многие точки в опасной, чтобы взять какой-то материал. А здесь у меня было ощущение, что есть какое-то негласное, как будто бы табу, социальное табу ехать на Донбасс, потому что, как бы ты тогда за агрессоров? Это история, это мы должны ее документировать. Я не слышала таких аргументов, честно скажу. Я этот аргумент слышала от одной иностранной корреспондентки, у которой заканчивался срок, и она могла сделать любую историю. Вот, я говорю, а почему бы тебе не поехать на Донбасс? Ей было сначала интересно, потом она сказала, вы знаете, нет, я, наверное, не поеду, потому что там вот эти все люди с промытыми мозгами, они будут говорить, что они за Россию. С определенными российскими СМИ тоже я как-то слышала, что да нет, это как-то зашквар. И вот меня поэтому немножко поражает вот эта история, что за 3 года, уже 4-й год войны, так мало людей ездили туда. Хотя на самом-то деле это не так сложно. Когда была битва за Раку в Сирии, в 2017 году. В Раку было очень сложно попасть, потому что варианты были только через Дамаск, который обычно никто не брал, потому что нужно было показывать все свои кадры местному министерству информации, или через Ирак. Прилетаешь в Ирак и потом переходишь вот эту границу. В Раке были все пробирались. То есть было бы желание, понимаете? И вот меня, конечно, все-таки удивляет, почему так мало людей за эту войну туда ездила. Те, кто ездили, они большие молодцы. И те, кто общались с этими людьми из Донбасса в России, они большие молодцы, потому что это нужно понять, что же все-таки происходит. А не вот эти вот какая-то переработка тех же самых лозунгов, переработка тех же самых каких-то вот историй. Была у нас еще одна история, когда мы поехали в один сибирский город с иностранным, очень уважаемым изданием. А вы как фиксер, как продюсер? Как переводчик, скажем так. Да. Общительный переводчик. Потому что там один человек опубликовал на Радио Свобода статью, очень хорошо написанную, там крепкое словцо, там, все как надо, про то, что на улице, где живут его родители, живет вагнеровец, который вышел из тюрьмы, пара, которая получила за сына гробовые, то ли там купила «Ладу», и, соответственно, контрактник, который уехал воевать за кредиты. То есть на одной улице у нас такая фактура. И медведь с балалайкой. Если поискать. И, соответственно, главред, прочитав эту статью на Радио Свободе, сказал корреспондентам пойти вот эту улицу, поговорить с этими людьми и написать, потому что, соответственно, такая фактура, вся война на одной улице. Мы приехали, мы встретились с этим товарищем, и вкратце скажу, после многих-многих-многих разговоров, после встречи с его отцом, мы поняли, что он это все выдумал. И он об этом признался, что он это все выдумал. А почему вы про это не написали? Потому что, и редакторы решили, что это не наша тема, и что с ним. Это иностранные издательства, они, видимо, решили, что нам не интересны вот эти все склоки всякие. Это всегда, в общем, было в журналистике, если я не ошибаюсь, в «Нью-Йорк Таймс» был чувак, который из редакции писал суперрепортажи из Афганистана. То есть, это не какое-то были, русское... да. Мне кажется, за эту войну оно как-то возросло, потому что мало, правда, стало людей, которые работают в поле, которые могут даже и подтвердить или опровергнуть. Мы, когда его спрашивали, то есть я уже начала немножко
на него беситься, потому что это такое? Вообще, с кем он из солдат когда-либо общался, потому что он писал там чуть ли не цитаты. Буду я еще с такими общаться. Буду я еще с такими общаться. Что? Та же история показательная с очень с этой Асей Несоевой. А вы все Фантастика. знакомы? Нет, я не знала, что это за девочка. Просто я читала эти все, вот это все, что происходило, и, конечно, была в глубоком шоке. Потому что она писала преимущественно про солдат, она писала преимущественно вот эти истории. Очень долгий ответ на ваш вопрос. Если бы я могла вернуться в Россию, я бы, конечно, хотела бы продолжать работать с разными СМИ, с иностранными СМИ, и как бы вот строить вот эти мосты, чтобы журналисты, там, киношники, кто угодно, они приезжали в Россию и снимали вот эту нашу действительность, и вырабатывались вот эти больше человеческие отношения друг к другу. В ходе вот этой политики получилось так, что русских просто вырезали из инфополя. И их не видно, их голоса не слышно, и как бы некоторые даже считают, что это хорошо и так надо. Российская власть для этого много сделала в том числе. Власть – это власть, а люди – это люди. Да, но Гершкович, он власть или человек? Гершкович – журналист? Эван, да. Да, человек. Он работал как журналист. Да. Просто это один из ответов на вопрос, почему исчезли журналисты в поле. И почему так тяжело, так сложно и, в общем, так компромиссно во многом. И очень многие от этого страдают, кто работает в поле. Сейчас работают в российском поле. Это понятно. Но нужно хотя бы пробовать. Это время, оно дает какие-то новые вызовы. Мне кажется, никто из нас не думал, что мы окажемся вот в этой войне. И мне кажется, что все за эту войну многое что потеряли. Это потеряли и друзей, и родственников, и связи, и какую-то веру в что-то хорошее. И если мы хотим продолжать работать в этой профессии, там, говорить об вот этих вещах, несмотря на то, что это ужасно сложно, это сейчас стало ужасно сложно, не только с российской стороны, я вам могу сказать, чисто по личному опыту, это довольно сложно и с западной стороны. И люди, которые хотят рассказывать, показывать, они должны как-то работать более усердно, что ли. Но при этом понимать, зачем это делают. То есть я этот фильм делала не для того, чтобы там кого-то поймать или там показать в каком-то там свете. Я этот фильм делала для того, чтобы просто задокументировать нашу историю. Кого вы полюбили из героев больше всех? Наверное, Анчар. Анчар – это медик. Вот эта девочка. Она очень храбрая и очень искренняя. То есть и повидала, конечно, за свои 21 год очень много. И второй медик, там позывной «Змея», которая как раз была в буханке, сзади, в сцене. С белыми волосами, потом на синий покрасилась. Да. Девчонки, которые, несмотря ни на что, практически никогда не унывали. И всем пытались помочь. И при этом у них была огромная человечность. То есть, понимая ситуацию, в которой они находились, у них была огромная человечность. И это из тех, я думаю, которые, то есть, попадет им неважно кто. Там, украинский солдат, русский солдат, они всем будут помогать. Часто говорят о том, что на фронте сейчас такие настроения, что, может быть, и штыки-то в землю. И по домам. Это правда? Нет. Это, мне кажется, выдаваемое желание за действительность. Все надеются, что война закончится, что им скажут, все, баста. Но то, что мы там сейчас все положим и уйдем, нет, такого нет. Понимаете, когда погибло столько людей, и вы уже в этой мясорубке, вам очень сложно будет уйти. Потому что вы в этой земле оставили людей, с которыми вы дружили. Вы дружили не потому, что там, вам нужно было там вместе работать, а вы по-настоящему дружили. И будет у вас ощущение и на той стороне, что если вы уйдете, это будет предательство. Нет, есть люди, которые, конечно же, и бегут с линии фронта. И там они есть. Опять-таки, здесь каждый выбирает по себе свою дорогу. В зависимости от своего характера, от своих страхов, от своих каких-то принципов, от чего угодно. Как вы считаете, какое из знаний более страшное про человека? Человека самого про себя. То, что он может убить, или то, что его могут убить? Это отличный вопрос. Мне кажется, это лучше задать им. Здесь общее понимание, насколько хрупка человеческая жизнь, включая твоя. И эта ценность ее, она как будто становится немножко другой.
У вас два паспорта, российский и канадский. Вот этот первый месяц Трампа на посту, с одной стороны, значит, он теперь крепко подружился с Россией, а с другой стороны, он угрожает то ли купить, то ли завоевать Канаду. А какие вы по этому поводу чувства испытываете? За какую из этих родин вам тревожнее? Ну, родина у меня одна. Родина у меня Россия, да. Эта страна, это настолько большая часть меня, что я никогда не смогу и не собираюсь ее из себя как-то вырезать. Если честно, мне кажется, я очень осторожно отношусь к заявлениям, что Трамп и Путин подружились. Это не дружба. А по поводу угроз к Канаде. Ну, пока на это все смотрят с юмором. В Канаде? В Канаде, да. Трюдо вроде не с юмором. Опять-таки, Трюдо, как большой политик, он должен, конечно, как-то реагировать. Но пока население Канады смотрит на это как-то более-менее с юмором. А что будет дальше, да бог его знает. Просто сейчас мы живем в какую-то эпоху, где больше правит война, чем мир. Но если вот Россия с Америкой станут союзниками, а Америка нападет на Канаду, вы что будете делать? Снимать, наверное. Женщина в конце фильма, мама одного из ваших героев, она говорит, что она дает вам разрешение показывать этот фильм, потому что она как раз хочет, чтобы люди в России увидели, к чему приводит эта никому не нужная война. Я не дословно, но близко к тексту цитирую. Да. Как бы вы хотели, чтобы кто увидел ваш фильм? Ну, в первую очередь, я, конечно, бы хотела, чтобы это увидели в России. Потому что это наша история. Вот то, что происходит, это наша история. И вы знаете, я росла, когда была Первая чеченская. И я помню, то есть был такой момент, я дома одна, там что-то играю, и дикторша говорит: а теперь уберите от экрана детей. А это когда фильмы Невзорова по Первому каналу показывали? Я вот сижу на нее, смотрю и думаю, послушаться или не послушаться, послушаться, не послушаться. И пока я думаю, начинаются вот эти кадры, когда несут вот носилки, на них просто то, что осталось от солдата, и, соответственно, вот Чечня. И я поняла, насколько все-таки вот в моем детстве мы имели больше доступа к информации о войне и к настоящим картинкам войны, и даже к голосам этой войны. И насколько ее обсуждали больше, чем вот эта война, которая происходит сейчас. Ну и насколько это никого ни от чего не уберегло? Ну, уберегло нет. Как мне кажется, если честно, может быть, у меня как-то стал гораздо более циничный взгляд на жизнь. Из всего, что я видела, вот из всех, скажем, войн, которые прошли мимо меня, пока еще ни разу людям не удалось остановить войну, которую уже решили все-таки и запланировали, и привели в жизнь. То есть, например, если вы помните, и протесты против Иракской войны. Это были самые массовые протесты в истории современной. От января по апрель по миру вышло 36 миллионов человек. Это что, остановило войну? В вашем идеальном мире что должно измениться после показа вашего фильма? Это может быть немножко наивно, но я бы хотела, чтобы этот фильм способствовал тому, чтобы люди извне России видели россиян заново, сквозь вот опять-таки эти лозунги и этот туман войны. Потому что вот как работает пропаганда? Это все должно быть обязательно упрощено. Есть хорошие и плохие, есть добро, а есть зло. Пропаганда работает, соответственно, на обесчеловечивание. И, в принципе, война, она может длиться только когда идет вот это обесчеловечивание. Гораздо сложнее поддерживать войну, когда ты видишь, кто там на той стороне. И мне бы хотелось, чтобы это был мой какой-то маленький, микроскопический, пусть, вклад в том, что эта война, может быть, на полчаса раньше остановилась. Или хотя бы кого-то заставила задумываться, что да, это война, и да, это несправедливо, и да, это все ужасно, но люди, которые в ней участвуют, они не орки, они не дьявол с рогами. Эти люди не выбирают. То есть солдаты и мирные жители никогда не выбирают, не решают уйти войной на кого-то. Это все вопрос уже геополитический, политический. У Ханны Аренд про это была книжка «Обыденность зла». Вот как вы считаете, вклад Ильи, который потерял дом в 2014 году, это тоже обыденное зло? Я считаю, что
он жертва той войны, которую начал Путин в 2014 году. Но он-то так не считает. Он считает, что эту войну начал далеко не Путин. Понимаете? И как он видит свою жизнь, это он тоже имеет право на это мнение. Да? И очень важно слушать друг друга, в этом-то дело. Даже сторона, с которой вы не согласны. Вот есть некоторая часть, у которой совсем другое видение истории. И очень важно слушать друг друга и именно приходить к какому-то консенсусу, а не говорить, что вот есть вот так, и если ты не согласен со мной, то ты дурак и абсолютно не прав. Потому что у них другое будет видение. Важно слушать. Слушать, безусловно, важно. В этом я с вами соглашусь. И ровно по этой причине мне было очень интересно посмотреть фильм и поговорить с вами. Спасибо большое. Спасибо большое. Что, несмотря на то, что мы не обсуждали вопросы заранее, и вы понимали, что разговор будет тяжелым, вы на него согласились. Но есть еще вопросы в конце, они короткие. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность? Оба слова очень политизированы нынче. И у них идет какая-то коннотация. И у свободы что это? Чем оно измеряется? Как мы знаем, что мы стали свободными или нет? И у стабильности. Поэтому пожелаю нам обрести и того, и того. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Тоже и то, и то. Потому что когда нету истины у Родины, нету доступа к ней, она может потерять себя. И тогда? И тогда это уже будет не та Родина, которую ты знаешь. Что будет дальше? Дальше будет жизнь сложная, непредсказуемая и полна противоречий. Вам интересно? Очень.